тебе, блин, и вечер пятницы. Только выходишь. Сегодня, блин, какая-то аномальная жарень. И похоже, что в связи с этим первый дождик в этом году. Я бы даже сказал, первый дождик за последние недели 3. Хлюпает немножечко. Посмотрим. Вроде как он не должен быть прямо всю ночь. Он только ближайшие пару-тройку часов. А мы ближайшие пару-тройку часов проведем в каком-нибудь заведении, до которого еще зайти, конечно, нужно будет. Но надеюсь, главное, чтобы не было ливня. Все остальное суета. Здорово, камала. Ой. Покушал перед выходом. Что-то прям хрум-хрум-хрум вылазит из меня. А так, конечно, да, заморосило. Прям в пятницу вечером. К чему бы это? Непонятно. Ладно. Сейчас напьемся и будем под дождичком гулять. Как говорится, что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной. Когда мои друзья со мной. А я нашел на сегодняшний вечер собутыльников себе. Так что отступать некуда. Можно только наступать. Поэтому наступаем. Как у вас уже? Пятничное настроение там на месте, не на месте? Здорово. Здорово. Надеюсь, что у нас микро-дождичек не мрачит. Он настолько микро, что даже вообще как будто бы и капелек нет. За свою-то лысеющую голову мне не страшно. Это оборудование бы не намочил. Это оборудование стримингового на миллиарды рублей. Не иначе. Миллиарды рупий. Только что были. Ну и что там как? Я посмотрел место проведения этой выставки, а она там же, где проводилась Tokyo Game Show. Когда, по крайней мере, я оттуда стримил, там очень жестко лагало. Не знаю, как сегодня там. Ну вот, рад за тачки. Делаешь. Ну, интернет там... Когда я стримить нормально не мог. Постоянно все отвалилось. Топ. Пойдем сейчас посидим, объездим немножечко, пообщаемся. Куда иду? Иду на Shibya. Иду пить на Shibya. Я давно зарекался, давно обещал. Плюс пора. А что снимаю? На телефон китайский? Что же еще? На все то же, что и всегда. Так, успеть бы перейти пешеходный переход. Бегу. Успеваю. Блин, сегодня вот потеплело, из-за этого и дождик начался. Так, ладно, хватит на мое лицо смотреть. На него вы еще насмотритесь, когда мы в кабак придем. Смотрите вперед пока что. Давно стримить начал. Но я думаю, ты не про сегодня говоришь, ты в целом. Ну, вот как в Японию прилетел, почти 10 месяцев назад тогда и начал. Просто начинал потихонечку. Потом чуть чаще.
тебе кажется. Ну что ж, крестись, получается. Там поговорка такая есть, типа, когда кажется, креститься надо. Ну, спасибо, комплимент принял. В копилочку моего ЧСВ залетает комплимент. Скинь мне в личку, пожалуйста. Я потом буду цитировать, говорю. Когда мне будут говорить «Здорово, лысый урод», я буду говорить, что, между прочим, высокий, светлый и в нос вздернутый. Так что вот так вот. Не, ну я-то как бы уже давно тоже перестал париться. К тому же, раз берут в кино сниматься в японском, значит, нормально, подхожу. Изморозь это, конечно, ни к чему не приводящее. Дожди. Нам сегодня пофиг на дожди. Раз, я говорю, дождик должен идти, ну, максимум часов до 11. Мы сейчас сядем в кабак и будем в кабаке сидеть. Наконец-то пообщаемся адекватно с Клиффордом за жизнь. Спрошу у него, чё почем. Отвечу ему, чё почем. Пообщаемся, плюс Илюшка может потянуться к нам сегодня, если дождик его не испугает. Он вроде на метро собирался ехать, поэтому вроде не должен он испугаться. А мы посидим, пообщаемся. У меня сразу несколько поводов. Тут, во-первых, да, деньги разблочили. Я еще обещал, что когда свои деньги разблокирую с заблоченной карты, тогда надо будет это обмыть. Плюс галку дали. Плюс старый Новый год сегодня ночью. Ух! Поводов прям тьма тьмущая у нас сегодня, чтобы наклюкаться. Поэтому я судорожно искал компанию, потому что стримить... Пить в АДЗК одному — это то же самое, что и петь в караоке одному. Это что-то вот по тему особищи. Сука, месяц трачу на жизнь. Зачем вообще в Японию приехал? Месяц на жизнь трачу в среднем где-то 150. А приехал в Японию потому, что захотел, братик. Вот подумал, чего от жизни хочу. Понял, что вот учился в вузе Владимирском на таможенника, доучился, а таможенником быть не хочу. А что хочу? Вот в Японию хочу. Вот прилетел. Вот живу. Пока вроде нравится. Гангстеров и зэков играть. Ну, блин, брат, если ты будешь играть гангстеров и зэков, это уже ниша так-то. Я вот мечтаю попасть в нишу. Играть гангстеров и зэков. Как бы в нишу такую еще войди. Давно стримы веду. Что-то сегодня популярный вопрос. Уже 9 месяцев как. Воды удаляются постоянно, но где-то с апреля прошлого года, как прилетел, так и стримлю потихонечку. Я вот уже здесь вот почти 10 месяцев, еще года 4. Пока учусь. Дальше, может, работа, может, жена, может, нелегальное скрывание в рисовых полях. Черт его знает. Посмотрим. Жизнь она такая штука. Но в ближайшие года 3-4 я точно еще здесь пока учусь, в Токио. Хорошо ли знаю японский? Ай. Хорошо. Ну, приезжал почти с нулевым, но чел, если 9-10 месяцев учиться, даже спустя рукава, то можно вполне себе чему-нибудь да научиться. Вот я почти до уровня N3 дошел. Так что могу за Курилу спросить. Могу девочек кадрить. Мальчики меня сами кадрят. Много чего могу, короче, братик. Могу спросить, как в Тошакан пройти ночью. Гопника. Здравствуйте. Здорово, здорово. Блин, слушай, я, мне кажется, опаздываю. Я забил с Клиффордом стрелку на 9 часов, а уже 8:15. Надо пободрее идти, чтобы не заставлять себя ждать. Вообще, я когда позвал, искал знакомых, чтобы сегодня посидеть, сначала спросил своих. Таша слилась, она устала. Илюха, вон, может быть, придет. А мы давно собирались как раз-таки с Клиффордом собраться. Я ему пишу, а он работает учителем. Английский преподает японским школьникам.
И он пишет, у меня сегодня, я проверяю, короче, тесты этих самых экзамены учеников. Типа, я занят. Я говорю тогда, ну ладно, давай другой раз. А потом он пишет минут через 5, говорит, и хер с ними, короче, с этими экзаменами погнали бы. Я говорю, с этого ясно, блин. Так что, в общем, да, соблазнил, получается, учителя, который должен был делать работу, пойти со мной квасить. Печально, что подписоты немного. Да мне-то не печально, братик. Подписоты ты что имеешь в виду? Количество фолловеров, количество онлайн. У меня, на самом деле, рост сейчас безумно идет. Так что мне грех жаловаться. Просто еще мало пока лет потянулся. Если от японского, то английского тебе хватит. Спорное утверждение, на самом деле. На что тебе хватит английского? Если у тебя есть рабочая виза, если у тебя есть работа, которой ты будешь здесь работать, ну тогда быть может. А если ты гуманитарий, тогда не хватит, правда. Тогда ты тут не нужен никому без японского. Ай, камала. Стримы как хобби? Но стримы на самом деле хобби не хобби, а я с них уже поднял немало денег. Сейчас у меня стабильного заработка нет. Я тут преподавал английский, снимался в кино. Ну, может в телегу зайти, там в медиафайлах посмотреть, как меня гримировали. Я еще видео со съемочек делал в съемочной площадке. То есть в кино, в сериальчиках снимался. Ну, такая, в общем, пока стабильной подработки нет. Хотя я могу устроиться, потому что я долгосрочно учусь. Просто я пока где-то стримлю. Ну, короче, серединку на половинку живу. Так как стримы доход все равно приносят. Пока что, знаешь, вот так вот, на нескольких стульях. Так. Сейчас главное не заблудиться. По-моему, здесь надо направо повернуть. Фига себе, прикольно быть милой. Рада тебя. Каваи. Что говорили? Каваи. Окиме. Кирейками. Как иностранцы говорят, как иностранцы относятся к иностранцам, которые говорят на японском. Ну, знаешь, в Токио вполне себе нормально. В Токио никто в иностранцев пальцем не тыкает, и к этому относится нормально, потому что, ну, это столица здесь, к этому уже все привыкли здесь. Иностранцев-то много, понимаешь. Здесь все в этих самых иностранцах. На них уже многие сферы ориентированы, заведения, прослойки трудовые, там, девочки, мальчики. Все здесь уже под этих иностранцев подстроено. И наоборот, вот видишь, когда Япония закрывалась из-за ковида, она довольно-таки сильно страдала. Так что тут говорящим на японском иностранцам никого особо не удивишь. А вот если куда-нибудь в какую-нибудь японскую глубинку приехать, там уже даже одним своим внешним видом можно какому-нибудь деду инфаркт подарить невзначай. Опять история, только работал актером. Блин, Николай, мои стримы, они сами себя перерабатывают. Естественно, естественно. Но я только новеньким рассказываю. Чисто когда спрашивают, чем я зарабатываю, не могу же я говорить, что чисто пенек. Просто пенек безработный. Должен же я поделиться своими достижениями на поприще выживания в Японии. Сколько лет мне? Ташива Ниджирок Садяс. Ну вот сам переводи, что я сказал. Про мамку ничего обидного не сказал. Сказал про возраст. Микрофон у меня в телефоне, шумоподавление, потому что подавляется шум. Не знаю, что сказать. Потому что слушать на моих стримах нужно только меня. Это самое важное. Я тут самый смешной. Самые истории у меня веселые. Самый главный тамада, клоун, сказочник. Это все я. Поэтому зачем слушать что-то кроме меня? Что-то, кого-то, вообще без разницы. Токио или Киото, если по деньгам, ну по деньгам, конечно, Киото. Но в Киото тяжело жить. В Киото, короче, горами окруженный город. Там летом просто сдохнуть можно от жары.
Ветра нет, ничего нет, чисто кратер такой. Да и к тому же я бы не сказал, что Киото сильно дешевле, потому что Киото, он такой туристический, на правах древней столицы, на правах тамошних храмов и прочего. Не то чтобы там прям сильно дешевле жилье, чем в Токио. В Токио можно жить на окраине. И это будет тоже довольно-таки дешево. Либо где-нибудь в прилегающей префектуре. Типа Сайтама, там, Йокогама, Чиба. Это все вообще в часе езды от Токио находится на электричке. А это вообще шутка. Ну, то есть тут по Токио ты порой, наверное, на метро ездить в час, чтобы просто куда-то добраться. Ну, так что по логике вроде Киото должно быть дешевле, но Киото город-то небольшой. А вот в Токио можно найти место и подешевле. Если по деньгам. Почему поехал в Японию? Потому что по GTX крутили Наруто 16 лет назад. Так вот получилось. Крутили бы корейские дорамы, поехал бы в Корею, наверное. Но мы этого уже не узнаем. Уже поздно пить боржоми. Я не знаю, кто такой DimanJapan, братик. А я из блогеров только Куваева смотрел. Поэтому, когда делал ник, я думал только о рифме со своим именем. И про Вана мне только потом уже начали рассказывать те, кто приходит, залетают так рандомно. Так что я не то чтобы фанат, я особо не в курсе даже, кто это. Приветики, здорово, Усака, Калмала. Пойдем пить, нас уже там ждут. Я собрал пати, мою команду. Еще пойдем в Изакая, где мы на Хэллоуин сидели. Вот если бы не дождик. Но сегодня очень тепло. Сегодня, прикинь, ночью должно быть 13 градусов. 13 градусов ночью. Охереть просто. До этого ночью было градусов 4. А сегодня я вон без шапки иду. Вообще мне очень даже комфортно. Нихао. Хаю-хай. Кого-то на Твиче из стримеров. Англоязычных IRL-стримеров знаю местных почти всех. Всех лично видел. С Джек и Бейком фоткались, который первый стримил IRL здесь вообще. На англоговорящую аудиторию. Энди Миланакис тут был тоже. С русскоязычным твичом нет. Никого в глаза не видел. Да и не то, чтобы горю желанием. С кем гуляю? Пока что один. Но в бухательную я позвал сегодня со мной. Там Илюшка может присоединиться. И еще один другой стример. Канадец, который Клиффорд, здоровенный такой, 2-метровый дядька, который преподает японском английский. Так что сегодня будем брать у него интервью, задавать ему все те глупые вопросы, которые вы обычно мне задаете. Типа, нахера ты в Японию приехал, что тебе дома не жилось, иди в окоп, вот это вот все. Рин он знает. Ну, там, наверное, спрашивали про вживую. То есть, ну, естественно, если говорить про то, кого я, в принципе, знаю, то я знаю, наверное, много кого. Но на правах просто я знаю, что они стримят. Мы тут, наверное, спрашивали про видел вживую. Гречку нашли. Ты что, со времен гречки, что ли, не заходил? Уже прошло 10 тысяч лет с тех пор. Нет, гречку не нашли, гречка пропала. С прошлого года не видел. Только если на Амазоне заказывать. Здорово, Шелескун. Так что давайте, ребята, там дорабатывайте по-резкому. Старый Новый год надо встречать. Садитесь со мной квасить, в общем. Вроде бодренько иду. Вон впереди, видишь, небоскреб за забором, за белым. Я бы рукой показал, да я зонтик держу. Вот поэтому я не люблю стримить IRL, потому что в одной руке стабилизатор во время дождя, а во второй руке зонт. Вообще рук свободных нет. Супер неудобно. Ну, понимаешь, брат, я уехал-то хорошо, но я как бы не подгадывал. Я копил деньги 5 лет. Поэтому я не знал, что, блядь, 5 лет назад, 6 лет назад, что через 5 лет начнется такая движуха. Я ехал, потому что мне хотелось, потому что я такой целью задался. То, что уж так все сложилось, ну, вот так сложилось, да. Тут никто, блядь, не знал, как говорится.
Приматывай став на стойку зонту. Да, тогда надо второй стабилизатор покупать, да? Один чисто для стримов в дождь, второй не в дождь. Я чё, сын дипломата, что ли, по-твоему? Из России посылки в Японию приходят. Поэтому, если ты что-то отправишь сюда, то дойдет, да. Гречка так-то не портится, поэтому ты можешь отправить что угодно. Просто посылка будет... Ну, стоит, наверное, дороговато. Мне посылки привозили в среднем где-то... Ну, 2 раза мне из России посылка приходила. Где-то за 5-килограммовую что-то так 5-6 тысяч выходит. То есть там где-то 1000 за килограмм. Топ. Третий стоп на велик. Нет. Для велика, я думаю, мы с вами пойдем искать... Мне, во-первых, надо триммер купить. Я у Илюхи одолжил триммер. Пол бороды себе нахуй отхуярил, к сожалению. Не знаю, кто меня там в начале стрима видел, не видел. Узнал, не узнал. Короче, у Илюхи, да, оказался триммер. Я решил попробовать первый раз в жизни. Но у него триммер без насадок. Поэтому я себя, блядь... Сначала у меня один раз дрогнула рука, потом второй раз дрогнула рука. И пришлось бороду резко укорачивать сильно. Надо, короче, свой триммер купить какой-то-нибудь. Потому что, не знаю, надеюсь, будет поменьше тряски, чем с руля. С рамы. Скажи лучше про интернет. А что про него рассказывать? Дорогой, плохой? Так-то хороший. Для стриминга, конечно, неудобно. Если хочешь стримить, чтобы у тебя все нормально было, то надо, блядь, собирать сетап за $3000 с оплатой в $600 в месяц еще. Если стримить с одного только источника интернета, то будет отваливаться даже в черте города периодически при посещении там зданий разных. Домашний интернет хороший, тот, который у меня дома. Свои 100 мегабит дает. Все делается на совесть. С торрентов лучше в Японии не качать. Тут авторское право жестко ебут. Поэтому просто сидишь ровненько. Ну, с VPN я даже какие-то аниме смотрел. Ну, только в начале, когда приехал. Последние полгода я уже не притрагиваюсь. Только вот Chainsaw Man глянул, когда он весь вышел. И то, знаешь, чисто чтобы быть в тренде, так не потому, что хотелось. Мои анимешные годы. Эх, где мои 16 лет? В Канохе, брат. Покаж? Я покажу, когда мы придем в Адзакая. Я сейчас спешу немножечко, я не хочу переключать камеры. Оно еще лагать будет, пролагиваться. Видишь, я еле-еле дышу, потому что я стараюсь быстро идти. Потому что в 9 часов мы должны уже быть под Миашитой. А уже почти полчаса. А я еще ни хера не под Миашитой. Короче, опаздываю. Мобильный интернет. В зависимости от пакета. Не того пакета, который мой модер. Пакета интернета, так скажем. Безлимитный я здесь нашел только у Докома. Докома 5G безлимит. Первые полгода с меня за него брали 6000, потому что там акция была на первые полгода. А сейчас он стоит, я так понимаю, 10. Потому что я посмотрел последнее списание с банковской карточки. Там уже 10 000 сняли за безлимитный 5G. А на второй симке у меня обычный GTN. Там всего лишь 3 гигабайта. За него плачу всего лишь 1500. То есть, в зависимости от пакета, можно себе взять пакет за 4000 йен, и там где-то 15 гигабайт будет. Но если нужен интернет, тут можно, вот я вот арендую для стримов, это Wi-Fi роутер. Тоже безлимитный Wi-Fi. Плюс Powerbank в придачу тоже дают. Стоит 5500 йен в месяц, если арендовать от полугода. Вполне себе такая удобная штукенция. Я не знаю, Recruit Agency. Посмотри, если у меня есть вводы старше 2 недель, значит уже больше. По факту, я не читал, что там получают партнеры преимущества. То есть хранятся у них там 2 месяца или не хранятся. Так-то партнером я стал.
Там вроде, если быть подписчиком Twitch Turbo, то хранятся, но я не подписчик Twitch Turbo. Так, у Титанов. Ну, когда это было? Что давно смотрел, что давно дочитал. А так хорошо. Конечно, видно, что не дали закончить автору, так он хотел. Автор же хотел всех убить. Но из-за хайпа пришлось продолжать. И это прям видно, потому что немножечко пришлось выкручивать. А 3D говно. 3D Титаны, конечно, кал. Но это если именно про анимацию говорить. А сама история, постановка, сюжет, музыка. Все здорово. Что тут сказать? Если через VPN качать, ну попробуй, брат, как бы. Я тут какие-то, ну, песни скачивал, там что-то еще скачивал. Но не более того. Нужен интернет чисто на месяц средней по мощности. Только я тебе тут скажу. Если ты здесь на месяц туристом, то тебе никто местных сим-карт не даст, понимаешь? Тут сим-карты тебе выдают, только если ты надолго приезжаешь. Если ты турист, то ты именно арендуешь себе Wi-Fi. Но там будет даже дороже, потому что 5500 это стоит именно если брать на полгода и больше. Если ты будешь брать их там в рамках одного месяца, то у тебя за него будут брать оплату за день, короче. Так что на месяц это вообще другая история. Я тут живу долго и надолго все рассчитываю, поэтому с тем, чтобы на месяц, это не ко мне. Концовка удручает. Но в таком аниме не могла быть концовка счастливой. Концовка должна быть удручающая. Но она не настолько удручающая, как хотел бы автор. История плавно шла, конец в попыхах. Да как, а что там растягивать, ну, в конце-то? Ну, вот как бы... Когда начинается, собственно, рамблин, уже и не растянешь, потому что рамблин идет, как бы... Куда тут тянуть-то уже? Санта-Барбару. Губы спойлеров. А я что? Я максимально завуалировал все спойлеры. И то вообще ни одного спойлера не дал. Максимум, что сказали, что, видишь, люди говорят, что-то скомкано, не скомкано. Я просто пропел опенинг. Так что... 0 спойлеров, брат. Шинайде кудасай. Ансин симас. Так. Блин, время 34 минуты. Шибуйские небоскребы виднеются еще вдалеке. Что-то, мне кажется, я заставлю подождать. Эх, вот я скотина. Сам всех позвал и сам заставлю всех ждать. Ну похер, я медиа-гигант. Меня можно и подождать. Что поделаешь. Говно, не концовка. Но это твое вот так мнение, с которым кто-то будет согласен. Я не совсем согласен. Даже такая концовка как бы имеет свой смысл, если его увидеть и посмотреть 15 тысяч роликов с объяснениями. Что поделаешь, в такое время живем. Полреклам кто-то писал. Что, и предложение есть? Давай, наваливай. У меня даже в описании почты нету деловой. Куда мне писать? Если почты деловой нету, никто никуда не пишет. Надо почту завести деловую. Очень деловую. Токийские мстители. Токийские мстители... Не знаю, я аниме никогда не смотрел. Я мангу немножечко читал. И даже манга казалась немножко какой-то странной. Ну, знаешь, сюжеты с перемещением во времени вообще, они же даже в кино такие мутные, что говорить. Ну, короче, да-да-да, именно так. Ебать, девочка идет, смотри, в топе, в шапке. Не похожа на японку, кстати. Looks like не японка. Так, вот ты уже начинаешь больше спойлерить, Димант. Давай без конкретики. Люди еще не все смотрели. Кто-то должен заинтересоваться.
Я говорю, я могу на своем лице, на щеке, там, на лбу написать «продам гараж», если кто-то заинтересуется. Но там деньги стоят невероятное количество, чтобы я что-то на своем лице написал и ходил по Токио. То есть там, блядь, никак не соткой пахнет, даже не печаточкой. Там гораздо больше. Как найти девушку, если ты русский? Легко заговорить по-японски. Начинаешь говорить по-японски, находишь девушку. Это даже не то, что если ты русский, если американец, англичанин, что угодно. Просто идешь, быренько учишь японский, подкатываешь. Профит. Ну или если хочешь короче, то можешь косить под великобританца, так, акцент максимально подделываешь такой. Покупаешь голубые линзы себе, красишь волосы под блондина, просто подходишь к всем, говоришь: Sorry, my son, you are so beautiful, wanna be my girlfriend. Может быть, одна из 10 тысяч посмеется над тобой, сжалится, подержит за локоть, помацает, скажем. Научи пару слов. Каких? Я могу. Если кажется не девушка, ну уж тут пеняй на себя, брат. Ты сам должен смотреть, кому ты там подкатываешь. Меня он на Хэллоуине индус оплапал. Было неприятно, кстати, совсем. Так что я понимаю, что девушки, которым лапают, их тоже неприятно. Давай матерные слова. Да японцы не мастаки на матерные слова. Ты это все знаешь, ты анимешный, если слыхал, там бакаяро, там ксы. Это все такое, то есть... Нас в школе матерным словам-то особо не учат. Это надо с кем-то японцем забухать. Жестким. Занимался уже любовью с какой-нибудь японкой. Второй по популярности вопрос после трусов. Было дело. Скажу, почти 10 месяцев здесь. Но там, знаешь, там сразу, там, то есть никаких отношениях речи не было. Там такой какой-то быстро истекающий интерес. Сейчас мы там даже не общаемся уже. Да и не то, чтобы мне этого хочется, да и ей, вот, конечно, не хочется. Так что... Искра, буря, безумие. Все дела. Самым популярным? Так коничева же, брат. Нет, сумимасен, наверное, самый популярный. Но если хочешь казаться, типа, продиджи, то говоришь за место сумимасен гоменнасай. Потому что сумимасен знают все подряд, а гоменне, гомен. Универсальная фраза. С нее можно знакомиться, когда кого-нибудь толкнешь случайно, когда врежешься в кого-нибудь, когда, не знаю, сфоткаешь чужие там трусы случайно или специально. Короче, сразу извиняешься. Универсальная фраза. Слово даже. Просто про гопников. Ну, далеко не самый популярный. Но тоже есть такой. Куда идем? Сегодня будут шлюхи. Буран, ты охуел. Ты обычно просишь бухать, а когда я иду бухать, ты уже за шлюх спрашиваешь. А ты мне кидал денег на шлюх? Ну-ка, давай-ка полтос закидывай. Резко донат гол добиваем. И я найду шлюх. Потом расскажу по поводу ощущений. Аниме смотрят также в России ментовские сериалы. А ты смотришь в России ментовские сериалы? В России ментовские сериалы только по НТВ идут, мне кажется, их уже даже бабушки не смотрят. Да нет, конечно, аниме-культура сильна, но у нее свой пласт есть. Но аниме здесь повсюду. Оно здесь в рекламе, на улицах, на плакатах, на лапше быстрого приготовления. То есть аниме здесь это часть жизни уже, понимаешь, такая. И от этого не скрыться. Я уж не знаю, кто его как смотрит, но аниме хватает, поверь. Бля, время 40 минут. Я еще даже не на Shibya. Ребята, погодите. Я уже бегу. Глухарь топ к 100. Ну, до сезона 40-го, наверное, был нормальный. Дальше вот скатился.
Как и комиссар Рекс. Если алды какие-нибудь в чате есть. Я помню, со школы приходил. Там были мультфильмы про Джеки Чана, а потом включали комиссара Рекса. Какой же балдеж, когда они раскрывали дело и хавали булочки с колбасой. Но вот тоже после сезона 20-го уже сразу видно, что комиссар Рекс уже не тот. Уже 15-я собака по счету, уже даже на овчарку не похожа. И уже все, атмосфера пропала. Так я же не знаю, у меня, брат, есть и японский телек, что ли? Я же с ноутом со своим сижу. Откуда у меня японский телек? С телевидением еще японским. Я вот дело не лезу, нахер нам не надо. Вообще дорого стоит. Наверное. По слухам, да, я не пользовался. Я бедный студент. Безработный. Вот это все вот. Велосипед Валерий Хилл временно отдыхает. В нетрезвом состоянии за велосипед больше не садимся. Так уже хватает клипов с падениями с велосипеда. Степуха есть. В языковых школах нет. Языковым школам сейчас и так тяжело. После ковида половина закрылась, а те, кто не закрылись, почти обанкротились. Поэтому никаких стипендий. Наоборот, только бабки выжимают. А вот в колледжах, в универах, да. Ух, почти на Shibya. Нормально, успеваем, кстати, еще даже не без 15. Я успею. Я прям чувствую, что я запыхался. Но я рил спешу. Сколько времени стрим идет? 37 минут. Ну да, ровно час, короче, мне. Пешочного хода от дома до Shibya. А на велике вот спокойно за полчаса доезжаю. Даже быстрее, пару минут за 20. С какой суммой поехал? Я с большой. Но провести-то можно было только 10 тысяч, понимаешь? Поэтому остальные через крипту перевожу себе. Небольшими кусочками. Я ж 5 лет копил, братик. Так что сумма не маленькая. Вообще в Японии бывает стипендия студентов. Но я же говорю, в колледжах, в универах, да. Почему бы ей не быть? Есть друзья среди местных. Хватает знакомых. Друзья, не друзья, это уже непонятно. Здорово, Пакетыч. Вечер пятницы, брат. Открывай пивас. Что будем пить? Don't stop moving your body. Та-та-ти, та-та-ти. Move your body. Кем в России работал? Я рассказываешь постоянно, и так, какой секрет. Я в Асконе работал, мы сотрудничали с Икеа. Пока она работала. Почему решил переехать? Так захотелось, братик. Я же говорю, я еще когда на втором курсе универа учился, я понял, что учусь я не таможенника, а таможенник... когда я поступал, я не знал, что такое, что делает таможенник. Я думал, он стоит там с собакой в аэропорту, и ему дают бабла за то, что он контрабанду там проводит. А оказалось, что таможенник — это обоссанный госслужащий, который, если связи нет, начинает там с таможенного инспектора, который получает меньше, чем консультант в Сбербанке. И что работа без связи в таможне — это посос. Поэтому я задумался над тем, что хочу делать по жизни. И вот мне захотелось в Японию полететь, пожить. Самому по себе вообще. Ну, не то чтобы в Японию, захотелось еще в другую страну, чтобы чисто сам по себе посмотреть, замкнусь ли я в каморке, либо начну ли я что-то делать. То есть посмотреть, чего я сам стою. Ну, а до Японии потом там факторы срослись, почему именно Японию я выбрал. И вот 5-6 лет заработок, службы в армии, всякое прочее. Главное не сходить с пути. И вот ты здесь. Я душный. Ты тоже, кстати. Ты еще и каплешь, потому что капсом вообще душняры пишут. А я ламповый и человый. Почему не Европа? Европу, Америку никогда не рассматривал. В Америке делать нехуй. Английский я знаю хорошо.
Английский я учил всю жизнь, я вот тут даже преподавал. Я в Икее сработал с английским, поэтому если я поехал в Америку, то там бы не было бы прикольной фазы, где ты учишься языку и не понимаешь, что вокруг происходит. Там сразу пришлось бы, ты приехал и сразу пиздующий работу. К тому же в Америке, мне кажется, русских дохуища. Ну, то есть, короче, вообще главным героем аниме как-то не получилось бы там быть в Америке в этой. Другое дело Япония. Приезжаешь, нихуя не понимаешь, все очень интересно, но ничего не понятно. Учишь язык, тут аниме, тут таскете, ямете, кудасай, сасай, вот это все. Все прикольно, все интересно. Девочки пищат, не пищат. Так что вот как-то, да, Япония... Есть много плюсов, есть много минусов. Но я стараюсь смотреть на плюсы. Хуй на минусы смотреть. Япония это сложнее найти друзей. Брат, не знаю, нужны ли тебе для жизни друзья. Мне хватает. Тут есть и русскоговорящие друзья, знакомые, и японцы есть, и прочие есть. И друзей ты всегда найдешь. Если ты в коллективе в каком-то находишься в социуме, то ты всегда найдешь себе знакомых, друзей. Если они вообще нужны. Есть те, кому тут не нужны. Здорово, Белдев. А чувствовать себя уверенно, ну, это уже... В понятие чувствовать себя уверенно входит множество подпонятий тут как бы. В Японии, чтобы чувствовать себя уверенно, надо еще какую-то визу иметь, там, ВНЖ, потому что виза постоянно истекает, деньги постоянно кончаются. Понятно, что тут надо усилия прикладывать. Но, как говорится, без труда, что? Правильно, в Японию не приехать. Разве что на водном матрасе с Сахалином. Но это небезопасно, я не рекомендую. Нет, никакие другие страны путешествовать я не планирую. Только если я стану очень богатым стримером, который будет бабки рубить просто мешками. Тогда, может, за ваши деньги отнятые у вас куда-нибудь скататься на отпуск. Но чтобы прям полностью связать свою жизнь с какой-то другой страной, пока мыслей никаких нет. Нет. Сложно с женщинами знакомиться. На самом деле нет. Если ты такой же харизматичный, мало как я, то девушки с собой сами будут знакомиться. Мы ко мне на стримах подкатывали прям неоднократно причем. На девичники я входил, на барбекю входил. А везде входил, понимаешь? Где только можно. Так что, брат, надо просто выходить на улицу. А так, конечно, нужно еще язык знать. Потому что японцы в целом английский знают очень плохо. Поэтому, если есть прослоечка молодых людей, которые в английском уже лучше разбираются, они сами будут заинтересованы, чтобы с тобой пообщаться. Но их прослоечка такая маловатая. Вот сейчас такая прослоечка, она обычно в пятницу вечером на Shibya бухает. Поэтому мы можем ее сейчас заспотать. Весь онлайн, где моя реклама. Что ты доебался до рекламы? Ты что-то хочешь предложить? Напиши в личку. Где моя реклама? Я бы сам бы рад. Хуй ты мне соль на рану сыпешь. Обгоняем японочек. Как же Корея. Никогда не думал про Корею. Что там в Северной Корее делать? Говорят, не лучшее место. Ким Чен Ын еще заебал. Каждую неделю ракеты через Японию кидает. Кидает. Сколько можно уже просто. Чего он хочет, я понять не могу. Бонусики по 500. Вы вольны вкидывать свои 500 просто так, без бонусиков. Мне уже Клиффорд пишет, что он на месте, а я еще не могу ответить ему, что я на месте, потому что я еще не на месте. Бля, короче, как раз свет похуй, не прохожу. Блин, еще в Японии, когда народ до хера на улицах, с зонтом ходить супер неудобно. Вот, короче, сложим зонтик. Do you best to study Japan well? Что значит Japan? Что значит изучать Japan? Japanese girls? You. Забей, короче, брат. Мне сейчас еще придется вспоминать английский, блядь, потому что будем общаться с Клиффордом. Надо будет английский вспоминать. Лучше бы денег скинул, вот именно. По уровню японского. Где-то между N4 и N3. Пока что. You at Hachika? Okay, man. I'm almost there. Чотто мачи кудасай. I'm getting there.
Please wait. Вы можете, ребята, вбить восклицательный знак «Собутыльник» в чат. Это вот как раз канал Red Dog Rebel будет, с которым мы сейчас посидим, пообщаемся этим пятничным вечером. Да, он ждет меня как хачика. Нет бы я позвал на стрим какую-нибудь красивую японку побухать со мной, да? А я позвал 2-метрового канадца. А? Я знаю вкус, блядь. У меня есть, нахуй. Не так ли? Ты можешь написать на президента. Нет, Настя, напиши, позвони в свой военкомат. А лучше приди лично. Приходишь и говоришь, я хочу оставить жалобу. Дальше разберешься, короче. Если чисто теоретически. Мой Кент знает русский. Мой Кент знает многое, но русского не знает, мне кажется. Бля, куда ты? Вот смотри, поехал прям вовнутрь, ебать, ты что, дикий? Туда вообще можно ехать, а он едет, ему плевать. Не, дома меня не проводит. Канадец сказал, что он в 11 часов сольется. Я же вам говорю, что я его выдернул, он должен был домашку проверять своих студентов. А я говорю, пойдем бухать. Он сначала отказывался, потом говорит, хуй с ним, погнали. Так что я канадца повел по кривой. Канадец хотел заниматься полезными делами, работой своей непосредственной. Что пить буду? Мне понравился хайбол с джинджер-элем. Я его и буду пить. Сейчас зайдем в Идзакаю, проникнитесь атмосферкой. Плюс, может, каких-нибудь шашлычков закажем маленьких. Сегодня, короче, можно денежек потратить. Я же обещал бухфест. У нас столько поводов сегодня. Не знаю, вряд ли мы нажремся. Посмотрим, как будет беседа клеить. Прям Кент или чисто знакомый? Чисто знакомый случайно вообще. Мы с ним встретились на Акихабаре. Я стримил на 5 человек, он стримил на 5 человек. Ну, смотри, прошел почти год, я стримлю на 200, а он все еще на 5 стримит. Ну, потому что я могу full-time стримить, я, по сути, этим и занимаюсь. А братик работает, он стримит редко. Но встретились мы случайно, поэтому встреча наша судьбоносная. Смотри, народу целая куча, мне очень плохо на дождик. Вечер пятницы. Блин, как бы вообще места были в Идзакае, слушай. Там народу тьма. Это дорого, брат. Дорого, и это еще с технической точки зрения тяжело выполнить. Дорого-богато, брат. Тебя не хватит. Покажу небоскребы. Ну, на Шибе мало небоскребов. Хотя, я не знаю, небоскреб сколько этажей должен быть в небоскребе? Я не шарю просто. Я из деревни, для меня все, что выше 16 этажей, это уже небоскреб. Кажетянчик, ну так высматривай. На улицах он все ходит. У меня стрим называется не выставка тяночек. Как стрим называется, Нравятся внешние японки. Ничего против не имею. Но потом они маски снимают. И там либо она очень красивая, либо почти очень красивая. По-разному бывает. Чел на меня смотрел и говорил со мной по-японски. Хотя я не выгляжу как японец. Странно. Да, стало хуже. А ты видишь, сколько вокруг людей, чел? У каждого есть из них тоже интернет. Естественно, стал хуже интернет, когда мы пришли в такое людное место. А народу здесь много.
Илюха, ты на стриме? Ты пришел в итоге? Тебя искать? Блин, что-то я недооценил количество людей, тут столько народу, что... Возможно, в ДЗК места и не будет даже, блин. There you are. Hey. How you doing, man? Good to I'm see good, you. yeah. What's your new setting? Sega Takai. Hey guys, how you doing? Oh. So there probably will be my friend, Sure. and he probably somewhere near Miyashita. Yeah, let's Yep. go find him. Yep. I'm not streaming tonight, so. I see. You plan to like work tonight and here you plan to do. You messaged me, right? So, Yep. Why not? And that's happening like once a year that I message you. Actually, I think it's the first time you have messaged me. I was like, yeah, sure, why not? Can't be working all the time. Today is just like I have several reasons to have a good mood. So. What's that? Did you get a new job? No. New girlfriend? No, no. It's just, huh? I get a partnership on Twitch. Ah, Also, like today is partner's a big deal because now you're actually gonna. but I'm Russian. I get nothing from it. No partnership. You can get sponsors now. But because I'm Russian, I can't get any money right now from Twitch. They like. Do you not have a Japanese bank? All you need is a Japanese bank account. I need to pay taxes here. Then pay taxes here. For this, I need to work here. Yeah, it's complicated, I think. But maybe it's not so complicated. I don't think it's complicated because I will figure it out somehow. I hope. it's PayPal. You only have to. You have to pay taxes on what you make, but I don't think you need to. You don't need like a my number or something for work. Like you don't need a work visa. Twitch is weird. I remember when I registered as a companion, they ask some information about tax policies. Yeah. Right now, my information about taxes is from Russian documents, so I need to change it. Do you not have a Japanese bank account yet? I have. I'm pretty sure that's all you need then. We will see. Sure. We will see. Because you should be able to. Здорово, ребят. Yeah, I'm pretty sure you'd be able to just make money off of, like I said, sponsorships, and you have enough viewers. I'm sure they're all bored that all they got to do is create a bunch of accounts on Raid Shadow Legends. Raid Shadow Legends, ребят. Будем играть в Raid Shadow Legends? I hope you don't mind. I will sometimes speak in Russian because. Good man, you gotta look after your audience. You know, it's like 200 people right now. I know you're famous. Around, yes, and about 5 of them speak English. So. Be more than happy to translate. Я говорю, ребят, что из вас 190 человек говорит по-английски, 5 не говорит, если что. Что вы у меня все умнички. Если что, так и говорю. Are they all watching from back home? No, I don't know. Some of them are probably work because it's 3 o'clock in Russia right now in Moscow. Are they able to access Twitch from there, or do they have to use VPN to watch? Ребята, вы для Twitch VPN юзаете? As much as I know right now, you don't need VPN. But maybe in the near future you will need it. Because in Russia right now, accept a few laws about LGBT propaganda. Yeah. It's restricted.
and Which? propaganda. Oh, propaganda. Yeah, and Twitch is like Is it? it's all about on Twitch about LGBT propaganda. Well, that's what I was wondering. Like, is Twitch considered because it's like a Western platform? Like, is YouTube still available in Russia, right? Right now, yes, but Okay. it can change like. Yeah, like at the drop of a hat. Can we find some like free space? You can have, doesn't matter. Like, I'm not gonna eat too much, but I'll definitely have some beers. But we need to find a seat. Так. Yep. Some Germans here. Yeah. Not the You know foreigners. how I know they're Germans? One, they're beautiful as hell. Eh? Two, I can hear their accents. I see. I'm telling you. Блин, ребятка, In terms of European girls, I'd have to put Germans probably as number one, but Russians I would give a strong number two. Дождь ты. Hey, whatever happened to your friend G-Fish? Ah, Does she ever tune into you anymore? no, I lost her. I lost. Oh, jeez. Yeah. She was like your first stone eater. Yep, she was. I hope she's all right. Well, I mean, she was in Canada, right? So she's fine. No, she's in Russia. She was in Russia? No, she was in Canada. No. Okay, let's find a seat. I thought she was. Because I remember you. Okay, no. You would know, obviously. Why am I even saying? All right, where's your friend? I don't know. Did he get kidnapped? Probably. It's hard like to get some information because when I stream I can't use the phone otherwise because like you don't have a chat phone yet, eh? I have, but it's like Japanese this phone. I don't have his contact. Let's sit somewhere. Sure. And if he's Where'd you want to have Can a beer? you- Yep, absolutely. How was your Japanese skills? What Japanese skills? You're gonna be doing all the talking for us, man. Dude, man, I don't even know if how much longer I'm gonna be in Japan for. Yeah. Yeah, I got a lot to fill you in on. Yes, we need to talk about it. Okay. You're a big man. Can you find us a few seats to sit? Do you want inside or outside? I think inside because it's raining right now. О, ребят, мест нет. This place is Crowded. Ooh. We just need to sit in, that's all. Yeah, I mean we can squeeze in here if you want. It's kind of full in here though, Yep. and it's loud. Do we know some other place? Let's look around. Let's walk around. Okay. We'll find a place. I mean, like, do you want to be in this kind of place, or do you want to go to Torikuzoku, or? Torikuzoku is what? It's an izakaya. You know an izakaya? It's like a place where you can have like barbecue. But this is izakaya. Yeah. Torikuzoku is like you've never been? It's a place when you like cook yourself? No. And meat? No? No, you order it and you order drinks. It's really cheap. This is what? This place? It's kind of similar to this. Yes. Do you want to be in this specific location? I just was here, so I know this place. But Okay. Other places, I don't drink really too much. So. I think you'd like Torikuzoku. My friend is on the crossroad, Shibya crossroad. Подходи к нам, Илюх, подходи к нам тогда. Сейчас найдем что-нибудь. Какой рост Димана? У меня рост, то есть... you're tall? What about your tall? How tall you are? 190 centimeters. 6'6" inches. 90-10? 198. 98. It's like 2 meter гурай. Almost 2 meters. Просто канадец здоровый, он 2 метра росту. Да, 198. Let's give your viewers an idea.
It's not very big. Actually, Japanese girls say otherwise. Well, I mean, you're big in other areas. You're like, they look at you and they're like, wow. So this is what they call Russian power. No. A few times when I was with Japanese girl, they like say, and they don't say that I'm small, you know. It's not an exaggeration when they say Japanese men are small. A lot of them are compared to like. But you know, in Russia is like minasan opinion that's like all Japanese are small, but I mean, Japanese men not really small. It's the girls that small, but men they are like my. Oh no, yeah, like height wise, yeah. No, I was talking about the size of your junk. Понятно. Я, короче, про рост говорю, а он про размер члена. Ну, все понятно. А вы говорите, у нас культура загнивает. Нет, все у нас все нормально. So let's find my friend and then we will. Sure. Well, yeah. So, what's been new and exciting with you? How's your studies coming? Not the best part of me, you know. Not the best part of you? Yeah. Being lazy or? I really spent much time on the streaming. Yeah. And my like fucked up acting career. Yeah. And Tokyo is big. Yes. It's you need some time to move. Yeah. And I don't have time to study. So yeah, I don't fail. I have my goals and I we have a famous catchphrase in Russia. Like, у меня есть план, и я его придерживался. Like, I got a plan and I do shit with we have a saying, according to my plan. We have a saying in the West about Russia. In Soviet Russia, shit does you. Yeah. Otto, that was my friend. Nice to meet you. He was a priest on Halloween, but he was drunk as fuck, so you probably don't remember. You were a priest. What did I go as Halloween? I was like. Вот они, мои мальчики, вот моя команда. Команда по бухачу сегодня. What's that? Два карлика. Но на фоне Клиффорда мы карлики, конечно. Yeah, I was a priest. Okay. Yeah, what's your name? Clifford. Yeah. What's your name? Iliad? Yeah, Eli. Or Eli, if it's easier. Oh, Eli. Yeah. Okay, because when you said Iliad, I'm thinking like. Same name, just. Well, no, it reminds me, you know, like the Odyssey, right? Like the Iliad and the Odyssey. That's what that makes me think of. Yeah. So, where do we go? Where are you going? Okay, so he wants to go for. I'm suggesting Torikozoku. I have no idea. Torizoku. Is it far from here? They're all over the place. It's a chain. Okay. It's an izakaya, so it's really cheap for. I think you're the most experienced drunker. Yeah, because I'm always getting fucked up with like alpha and stuff. Lead the way, then. Yeah, there are a few around here. Let me see if I can. Так, ребята, сорян, я много на английском говорю сегодня, но я просто не забыл. Сегодня буду учиться искусству, уделять внимание сразу интервью Веру и вам. Илюха, воткни, пожалуйста, блядь, в пауэрбанк, а то я не вижу. Где-то. Я рад, что ты вылез, кстати. Я думал, из дождя ты не вылезешь. Ну, был, кстати, дождичек. Был. Вы understand все, красавчики. Да вы все понимаете. My phone hates Shibya. Not yours only. Такой английский мы understand. А я специально буду на таком общаться, чтобы всем было понятно. Если что, то я специально так сделаю. Но вы видели, короче, сколько народу в той ЗК, в который мы заглянули. Там сейчас просто пиздец происходит. Я думаю, будем благодарны. Если мы все-таки туда пойдем, то моему шумоподавлению вы будете благодарны. Бан? Модеры где? Что там происходит? 5 модеров нет, были же модеры. Ищите, я развлекаю людей. No, I don't know. It's something about Shibuya where. Не, брат, like, про Крым. I'm with Docomo Unlimited, right? So I get unlimited high-speed data. And how was your experience with it?
Is it It's okay? really good, but the problem is that when you come to certain areas, like where there's a lot of people, I get it. right? Because what do you call that? The towers can only take so much. Шелест, там про Крым спрашивают. Поясни ребятам за Крым, пожалуйста. Я в курсе, что ты шаришь. Поясни, плиз. Whatever is the closest. Ну да, сейчас пойдем, видишь, ищем места, потому что пятница вечер. Yeah, that's what we- Надо найти места. Чем вещаем? Языком, ногами, потом. Oh, I forgot how much people here on Friday night, Friday evening. Oh, this is nothing. Saturdays are crazier. Yeah. This is actually quiet for Shibuya. I remember Halloween. It was the most like when it's like was hard to walk. Oh man, New Year's is Oh, I often see these guys. Опять. Гонщики нелегальные. О, профессиональные. Индусы, блядь, одни индусы. В прошлый раз тяньки катались, а сейчас индусы. Мы должны тоже с тобой, Илюх, покататься, мне кажется. Там даже права не нужны, наверное. Кринжануть? А чё нет-то? Я кринжую постоянно в этом. Свои деньги пошершой, это, по-моему, ты мне сказал же. Возможно. Я подумал, и ты прав. Это действительно стоишь деньги, ты стоишь хуйню. Ну, блин, это же из Японии так называют. Yabai. Ябай? Yabai. Where? Baka Gaijin desu. No. It's another streamer. I know him. They ask, where did you teach English? In just normal school, Japanese school? Well, I'm not an English teacher. I'm not a language teacher. Okay. I'm an actual teacher. And what do you teach? I teach English literature. 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 Oh. And where? So I teach at an international school here in Tokyo. International school. But I've also taught in China and I've taught in Bangkok, Thailand. So you get like a license? Huh? License? Yeah, I have an actual teacher's license. Слышите, он, короче, видишь, преподавал в Бангкоке и до этого еще в Китае, имеет лицензию. It also pays way more than. So the average price of the average salary of a language teacher in Tokyo is about 220,000 yen per If you're a month. native speaker. Huh? If you're a native speaker. Just any of them. That's the general salary. But for a certified teacher, like Телефон китайский дал мне the XT. starting salary is about 450,000. Huh? I have a degree in education and a degree in English literature. Видишь, получается, он английскую литературу преподает. Так что нет, он не из моей языковой I mean, школы. I pretend to be. It's all you need. Окей. Сколько йен? Я про йены тоже не раз слышал. Чего по зарплатам сказал? Ты его слышишь? 400? Что, сертификатом учителя 400 получаю. А really? Качество отличное. Но ты не сглазь. Тут от интернета же зависит в основном. А народу сейчас вокруг дохерища. Так что все может испортиться в любой момент. Главное, чтобы был интернет там, куда мы идем. Я не знаю, куда мы идем. Место порекомендовал Клиффорд. Вот. Ну, пофиг мне, в принципе. 220к он сказал, это без лицензии. Yeah, there's two nearby. О, Well, there's like 8 nearby, but two near us. Okay. The way we're heading. я прав, я знаю, я же всегда прав. Я же здесь, самый главный. Ёпт. I lost... вот, there it is. Okay. Yeah. And how old are you? 36. 36. Yeah. You look younger. Is that? Because I have the maturity of a 14-year-old. Окей. Ну, 36, ничего себе. Я думал, он моложе, кстати.
If it's one thing about me, man, if you get to be my age, you have no kids, okay, and you don't have a wife, Hi. growing up is not really an option. And how long are you here already? I've been here 1 year. 1 year. Yeah, a little over a year now. It's probably as much as me. I get here like I got here October of 2021. October. Yeah. Oh, it's warm. It's more than 1 year then. Yeah. Keep going, sister. Не, он один. Видишь, он говорит, не детей, он один сам по себе. Волк-одиночка. Чисто моя судьба будущая. On OnlyFans probably. Dude, I would have to pay people to watch it. They would pay me, I'd have to pay them. I'd be like, yo, watch my OnlyFans and I'll give you $100. Eh. That's... What about you? What are you doing here? Selling? Studying. Oh, studying. Yes, we're from one school. And we actually live in one like share house. A bunch of nerds. He is. I'm not. I admire the mustache though. Yeah. I don't meet many Russians with mustaches. Он хвалит усы That's not Илюхина. really a thing. Он тоже говорит, твои усы как пропуск в трусы просто. Говорит. I don't know many Russians. Смотри, какая-то романтика начинается. You gotta remember, Романтическая арка. my stereotypical view of Russians is that you guys all drink like vodka for basically water. Okay? Дрочильня японскую ходил, да? Ну я там живу, вот Guys, дрочильни I don't братья. even know what Russians eat. Probably vodka. Мне ходить далеко не надо. No, Moscow. Комфортно жить в Японии? Брат, я не знаю, я в Токио живу. Токио это не Япония. Токио это дорогой город. Столица же, ёпта. И что такое комфортная жизнь? У всех свои мерки. Мерки комфортной жизни, они такие размытые. Okay? Okay. 300. Ну, 300 это... Да, наверное. Не знаю. У всех разная комфортная жизнь. Так-то. Че, молимся, чтобы интернет работал там внутри? Ебать, там в лифт хер войдешь. Пока, ребят, мы лифт. А? Why? Why no? Why not? Okay, then like 8. That's a weird thing about elevators here in Tokyo, I noticed. Yeah, it's weird. It's like in China. Same. They don't have like number 4. Well, at least we have number 4. Have we chance to get here? Huh? Have we like all the... Yeah, it shouldn't take long. Okay. You want to wait? We can wait. Probably. Вы вернулись, ребят? Вы вернулись? You broke it. Yeah, you guys will like this place. Are you guys hungry too? Мама. Это специфика просто японских заведений. Мы вот сейчас на лифте все заехали. И вот тут видишь сразу лифт на конкретно на 6-й этаж. И вот ведь все тут, все заведения, ну, на целый этаж. То есть, и тут сразу же, короче, очередь начинается. Сразу же прилавок. Ну, то есть, короче, места вообще нет. Тут же вот люди сидят. А? Что-то сама это все. Узко? Узко? Сама ведь узко, да? Илюха умничает, как обычно. Слава Ку. Да, Слава вот. Вот он. Все в масках, один я без маски. Да я не буду, я уже без маски зашел, что маску делать. So how often do you have coffee? Oh, I didn't realize you wanted to go. It's a hard thing. This is the problem with being my size. Yep, not only you. Where do you think you're going?
It's actually a scary move, you know. One time in Akihabara, I was in one shop. Yeah. Like they restricted to streaming, of course. And I tried to get out of here, and there was one lady who like grabbed me the same from my backpack. And like, where are you going? Like, delete all this shit that you like. Yeah. Oh, she actually grabbed your bag and stuff? Yeah. Weird. Блять, как же мало места, ребят. Как же мало места. I mean, we could try one of the other locations that is further away from the station. Oh, same as it. They ask, what are you usually doing in your free time? In my free time? Yep. You stream games, I think. I do, I'll either do game streaming or I'll do IRL. IRL I try to mostly do on the weekends. I mean, game streams right now I've been playing through Cyberpunk 2077. And, Вы можете вкинуть... well, I work out a lot too. I work out about 4 to 5 days a week. Yeah. Можешь вкинуть восклицательный знак «Собутыльник». Там будет ссылка на Клиффорда. Клиффорд стримит аэроп по выходным, по будням он в свободное время стримит игры. Говорит, еще в зал хожу постоянно. Да, это Реддог. Нет, он японский вообще не знает. Он здесь переводит английскую литературу на английском исключительно. Поэтому японский он не знает. National school, not private. No, a private international school. Oh, send me my phone. Бля, ребят, места тупо нет. Вижу, что пишут, да, я вижу, но я не все читаю, потому что я пытаюсь общаться, плюс очень некомфортно стоять, потому что коридор, блядь, невероятно узкий. Я бывал в японке, в ней было гораздо просторнее, блядь, чем в этом коридоре. Давай на сайт. А что тут Eminem играет, слышишь? It's Eminem? What? Окей. Включить масочный режим? Ну, типа да, но, наверное, нет. Но как есть-то в маске? It's impossible. They have such a busy location. Yep. And like no waiting area. Yep. Модер банит парня ни за что. У, сука, модер. Ну-ка напиши мне, кто этот модер. Я ему ебальник-то в Майнкрафте вскрою. Берсерка, да, смотрел, читал. Оп. Ну все, теперь из-за вас у меня конфликт с модерами, блядь. Сука. Чего в чате душит? Если вы не будете говорить, блядь, за Крым и за прочую херню, никто в моем чате не будет душить. Модеры бунтуют. Я своим модерам доверяю, на самом деле, ребят. Поэтому, если они мудали, то есть за что. Модеры со мной очень давно. Они примерно знают, как я отношусь к некоторым вещам. Поэтому... Оп, какие-то... Give me, please, free space. О. Прокурилы можно? Ну, прокурилы-то можно. Show us contacts of Canadian man and Japanese girl left of him. Huh? Я же говорил, контакты канадского друга, восклицательный знак собутыльник. Там этот контакт. So how many days a week do you guys study? Like, 5 days? 5 days a week. You guys are at school 5 days a week? Yeah. Yep. It's like 3.5
How come you haven't found a Japanese wife yet? Because I don't search. Do like a Google search for one. Maybe if I lost all my money and like Managing to pay the bills. I get donations, a lot of donations. Yeah. So я знаю, вот сюда сел, и вот здесь очень сильно лагает, да. Не хочу. Every 3 months I'm making a bowl. Don't putang, да, don't putang. Putang? Putang. Puta madre. Ah. Okay. Yep. It is? Japan, man. All your desires will be met. Сори, ребят, я встал. Там лагало, я сидел, а там лагало. Я встал. Довольны? Ябай? На местный Wi-Fi переключаться смысла нет, ребят, потому что... Ай! Lead the way. Right behind you. Оп, коммент. I hope I don't forget my umbrella. I hope you do forget your umbrella. Alright. Да, Максим, бухаем. So this is how it works, okay? Okay. So you click here, agree. And you order everything from here. Okay? So they don't have Russian, so It's okay. we'll do English. You guys can read English, right? Yes, we are. Alright, so drinks. What do you guys want to drink to start off? They got highballs, lemon sours. They have beer. So they got beer. Is there a highball with a ginger ale? Highball is with gin. Ginger ale. Yep. This one, yep. So you want one? Yep. I think yes. One highball? What do you want to drink? Highball? Yep. Alright, then I will get a highball but with Coke. Kora. Okay. Alright, so there. And then we got yakitori here. Uh-huh. Okay. So it depends on what you guys want for yakitori. I am gonna get. So I will probably get 2 of these for myself to start off, and maybe one of these. Which one is different kind of meat, I suppose? Is it What? It's different kinds of meat? Yeah, I don't know exactly what. Chicken liver. Chicken liver? Oh, okay. This is normal chicken. This is like chicken back, I think. Chicken back or chicken thigh? Chicken wing. Chicken wing. Uh-huh, okay. Momo is chicken thigh. So it's tare all about chicken, I think. And then there's other stuff too. There's this. There's chicken liver. I think they had beef at one time. Yeah, so there's so. Okay. You guys want me? Yeah. You done with yourself? Yeah, I'm only ordering. We can order more as we go, but. Momo? Yes. So click on push. There you go. So how many do you want? One or two. Let's take two maybe. And let's say take like some other kind. Let's chicken drum. I don't know. It's the same one. Okay, Yep. so how many did you want? No. 2? I want something different, so we can exchange maybe, and try different stuff. Tare, meatball.
Ah, let's say take it. One of here. Alright. 大丈夫です。Так, ребят, надо как-нибудь не сесть и раздеться. Может, ты тоже хочешь? Возможно, могу. So between the three of us, that's what it's come up to so far. Окей. So not that bad. So the high balls, okay, are only 350 yen. So that's what they work out to. Two screws of meat, 1050. Like I said, it's relatively cheap. We don't drink too much, as I say so. It's okay. We don't drink too much, so it's okay. No worries. We don't often have this kind of expenses. I don't know. I just put my stuff here. Oh, yeah. Thank you. Now we just wait. Ребята, вас здесь нормально интернет ловит? Вы не страдаете? Is this 40,000? No, it's 30. 30? But it's already kind of wasted. So not so good as it was. Like, How long have you had it? I get it 2 hours before leaving Russia. Okay. So I get on a plane and I'm like, fuck, I haven't power bank and I don't know. I haven't really like. We have different like розетка называется. Yeah. So yeah, and I have a Japanese type, so like I must have at least this one. So I want to find a place for a camp. Cream pie. Cream pie? Okay. と清澄白河っていう駅の間が清澄名所。Sorry, I want like. No, it's fine. If I wanted, There was too much of you. if I wanted to stream tonight, I would have brought my gear. Right. I'm actually streaming tomorrow. What I plan to do? I'm not sure yet. It's gonna be IRL. It'll be during the day. I have so like right now, I'm actually looking for like a new place to work. So my contract ends in March, at the end of March, at the school I work at. So I might renew my contract, but then I might not finish it, right? So I'll renew it, but then I'm only gonna probably stay till June and then I'm gonna leave. Now I gotta decide whether I'm gonna stay in Japan. Do you want it? Or? I said whether I'm going to or I might be leaving. But do you want to stay in Japan? I do want to stay in Japan, but the thing is, if I cannot find another international school here to work at, then I'm gonna go and either work in either Dubai, Vietnam is a possibility as well. I don't think there's much people who can teach English literature. No, I wouldn't say yes and no. Japan is the most, so for international teachers, Japan is the most desired place to teach. Yeah, every in China is such a gong show. Yeah, I've been working there for a year. Yeah. When I've been working there, it's like You guys are fine because you guys are Russians. no, it was 5 years ago before they had like all these Yeah. shit started doing papers. Before it was like super easy. No, but that's what I mean. So you being Russian. Очень громко, но во всех школах и заведениях очень громко. Вы меня Like слышите? Canadians generally wherever we go we're treated well, even in China. But China still has like a lot of beef with Canada because we arrested a Chinese princess, right? Have you ever heard of Meng Wanzhou? She's the daughter of the owner of Еле-еле слышно. So Canada arrested her. We arrested her in 2018 Вокруг шумно, но во всех японских заведениях очень so we were шумно. about to extradite her. Поэтому мы будем орать еще громче. And then China went and randomly arrested 2 Canadians and charged them with spying.
like everyone thought it was hilarious. Я в Илюхе Like, Canadians would make. Я в Илюхе триммер одалживал. И в итоге что-то пару раз у меня рука соскочила. Мне пришлось, короче, половину бороды нахер убирать вообще в целом. Осталось Like, that's the thing. Like треть. Canada, when it comes to any type of military conflict, we're usually the last ones to get involved, unless something forces our We hand. talk back about stereotypes and stuff like that. The only thing I know about Canadians is that, like, Canadians are super nice. It's true, we are. We're like to a point, like it's kind of ridiculous. You know, we're nice, we're friendly, we apologize for everything, right? Like we're like В Илюхе просто триммер без насадок. very similar. Поэтому я хворел на Japanese глазок. are very similar in some ways. Yeah. Like I'm crude as hell, but you'll also see Как me происходит? like Спрашивай be конкретнее, polite братик. at random Что times for хочешь no узнать, reason. что им происходит? Я сейчас буду потихонечку пьянеть и буду веселее отвечать. Окей? Ты спрашивай. Psoriasis on my leg. You know what psoriasis is? Psoriasis. No, I don't know what it is. Like, It's there's like- dry skin. It's like a skin condition where you know when you like scratch a lot. Right here. It's itchy as hell all the time. So I have to take a steroid You're taking a cream. mess for this? I take a topical steroid cream. That's what that is. Yeah, it makes it so it's not itchy. It's just annoying to deal with. What would they say in Russian? How do you say cheers in Russian? Huh? Ой, Чем мы говорим, когда чокаемся? I think it's it just means let's drink, basically. No, come on. There's got to be something like more. There's. You guys are Russian. There's something more rowdy to say. Бухай. Не, бухай. The Russian here, these guys. It's like... Oh yeah, you're not Russian. I've been living in Russia like for 15 years. I've been living in Russia for 15 years. You lived in За здоровье, да? Нет, за здоровье? На здоровье. Oh, you moved there. Что за You хуйня? moved out За when you were a ВДВ kid or горько, something? блин. Вы русский или кто? Вы вообще пьете? Или вы как я? Came back. Then Здоровье? А может будем? Turkish. Будем? yeah, it was nice when it lasted. Wait. It's like, it's unusually not so much of people in my chat are drunk. It's like, my community is like me. They're not drunk They're too all much. sober? Guys, you are ruining Russian stereotypes for me, okay? I believe that you all drink water. No, sorry, not water. You guys drink vodka, okay? Not water. Can you explain to them what I said? They're ruining Russian Он вас stereotypes for me. разочарован. Disrespect. Иностранцы думают, что мы бухарики, у нас должна быть фраза, catchphrase про Бухалова. I think that's the phrase. He was saying about this phrase, and they were like, how to say cheers? I think it's with him. Выпьем, or будем, or на здоровье. That's see that one sounds more like a Russian. Not the yo or whatever, you know. It's like for your like health, yeah. Yeah, but it sounds Russian. You know what I mean? Whipping just sounds like I don't know, like slang my teenagers would use it. Like, yo, what's up, man? Whipping. I feel like, You know, like it sounds so lame, yeah, I don't Yeah, know. it Okay, is. whatever. right? Like if you're American or Canadian, you go, yeah, cheers, boys. You know, if you're Japanese, you're like, ah, kampai. You know, Yeah, sure. and then if you're Russian, you're like, whipping. well, people are screaming this shit. They're like, No, there's like no like, you know, like Dude, I don't where's the Russian bear in there? You know? this guy. Hold on, wait. So how's this place is called? Torikozu. Yeah, Torikozuku, like birds, птица что-то. Это название института такое. Torikozuku, да. Это идзикай, который называется Торикадзуку. Like, are you gonna use this place? Это сеть идзикай. Я когда ходил с этой смены, оказывается. Okay, this is how you say it. Здоровье. За здоровье. Yeah, like, Zazarovia. За здоровье. what he said. There we go. Yeah, that makes sense. Okay. I don't know what whipping is. Sounds like something like somebody who doesn't drink says. Yeah, I don't drink. Yes, we don't. Anyway.
До дна, кстати, до дна. How old are you, by the way? Oh, yeah, 26. We're the same. That's right. Yeah. It's actually 10 years. I got 10 years on you boys. That's right. Yeah. Big boy. Yeah. Not quite enough to be your dad, but I could be like your older brother or something. Uncle? Or you're like your uncle. Yeah. Distant uncle I never saw before. Distant but caring. Yes. Ваше здоровье, да, до дна, вот, да, не забудь. Until Till the last drop. the last drop, до дна. Ah, okay. Но, дно, до дна. Alright, I'm gonna make up one right now in Russian. Okay, it's like complete bullshit, but it'll sound like something along. Okay, ready? Dostoevsky. Чайковский. Just as their name. Just a random like Russian name of a Russian philosopher, but it sounds like you're saying cheers. Yeah. But I'm trying to remember like famous Canadian, like Bono. Bono. Sonny Bono. Actually, that might work. They have like Bryan Adams. Да не, ебал, подтягивать хмурую водку, это хмуро, надо пить весело, жить весело. Брать почему? I'm trying to think of like some famous Russians. Except our president right now. Something more. Something about like It's something positive. Something positive. Positive, like It's like a modern Russia. Russia before Russia became like Russia. У нас есть какие-нибудь известные русские на международной сцене, за которых не стыдно, так скажем? Maria Sharapova. Why everywhere knows Maria Sharapova? Because she's a famous tennis player. She was like 10 years ago. She's only she's like my age. She's hot. What is it? Piece of plastic that I'm chewing. You guys are the worst Russians ever. thank you. I'm doing my best. We had a lot of famous sportsmen, you know? You guys are like, I bet you guys are like the equivalent of the Russians that work for Kaspersky. Just like Russian IT guys. Oh, you know? Потом пел «Нас не догонит» и забыл. «Нас не догонит» там... Тату. You know Tattoo? It's like band, Russian band. Tattoo? Like TATU, right? Yeah, they're like live band. Yeah. Yeah. I mean, everyone knows them. Yeah. In Japan? No, it was in Japan, like everywhere. Okay. Arigato gozaimasu. So, which is which? Nani kore? こっちが見たれでこっちからこう。 They just play. How can we like understand that, I guess? We'll split it 3 ways. Do you know the phrase betsu betsu ni? What's that? In Japanese phrase is betsu betsu ni. What's that? It's like split. It's like after you like, yes. have, Sure. dinner. Yeah. We'll split it. In terms of like food and stuff. Let's show us. We've been living in China, right? Huh? We've been living in China. Короче, Yeah, I was много living in поджаренных видов курочки, мяска. I've been living studying at the Hangzhou. Oh, cool. How'd you like it? Oh, not that much. Did you meet any fine Chinese ladies? You, but nothing that like lasted. They're just obsessed with like marriage, something like that. So, you know. It's a shitty thing for me to say, but it's true. As long as you not lead them on, but you don't close your mind to marriage, they'll basically like, you can hook up with them and whatnot normally. Yeah, well, I wasn't ready. I was like 17 years old when I moved to China. Dude, man, I haven't been a virgin since I was 13. I wasn't? Why would I? Huh? Цены на самом деле не самые дешевые, но не самые дорогие. Are you saying that you didn't hook up Вот with сейчас у any нас girls вышло when you were 17 все in напитки China? и все закуски пока что 3500. Not Chinese girls. Anyway. Ну, напитки по I studied 700. at the university, so we had like a bunch of students from other Умеренно. places. Ну, чисто закусок. Fair. Try this one. This one's really good. You can split.
I'm just gonna try it. ダンサーとかいろいろあるじゃん。 Может, практично начать с двух сторон целостно. Может, практично начать с двух сторон. Я думаю, не получится. Слишком пора. Мы, конечно, на Твиче стримим, но все-таки... Oh yeah, this is what I was gonna show you. This is what my boss sent to all the senior teachers. It's so fucked up. This is what's made me choose to leave the school that I'm working at. She sent us this email. It's like the most fucked up thing in the world for a teacher. Okay, that's weird. No, it's because of the way the school is. It's all about reputation, right? So basically, if any student gets caught teaching or cheating, it's the fault of the teacher, not the student, right? Because we're supposed to be watching to make sure they don't cheat. In other words, if they are trying to cheat and we catch them, right? Don't report Better it. to let them cheat. Yeah, Yeah. 並んでる時間も好きですけど。 it's fucked up, and it's unprofessional. So. Okay, so the question is, do you like teach in China and in Bangkok? Yeah. So and right now you're in Japan. Yes. Why Japan? I love anime. I love Japanese women. Then why don't you came here in the first place? Like I told you, Japan is very, very, very competitive. Minimum usually that the schools will accept here for teachers, 5 years experience and a master's degree in education. So you tried. You tried to get here before? Yes, And you don't succeed. because I didn't have either of the qualifications. I didn't have 5 years under my belt. Now I have more than 5 years of teaching. And it's like a contract for like 1.5 years. Usually they start off usually at 1, and then they go up to 2, and then they just keep extending. Right? Он из Канады. But yeah. So the school I work at pays me decently. Это хайбол, это содовая с виски. You like it? Так что ты понял, да? I will explain. I'm gonna order another drink. Oh, sorry, yes. Daijoubu. Oh no, just leave it. No, just leave it. Just leave it. Put it down there. You can click it for me. I'm just gonna get this in one highball and coke. Highball and cock. 爆笑した記憶があるテレビ越しに。 Tomorrow this is? Yeah. Ты будешь еще? Что-нибудь? А я тоже себе возьму еще. Давай мне тоже тогда еще один. You want another drink? You should get one. You should get another one. Можешь колу взять? Yeah, let's give it a go. А? Колу? Yeah. Блять, нет, мы не по-русски Try говорим. the cola one. The cola one's really good. Кола was really good? Окей, let's try кола. Просто виски с колой. Want a combination? Okay. How do you like the chicken? Вот говорю. Try with the sauce. Because you can see Yeah, dude. Russian. people are like running from Russia, so we just give them a shelter. Basically, it's like charity. Илюха говорит, с России сюда иди. But they have to give me many, many strong Russian children. By the time I'm done, Was you in onsen? what's that? Onsen. Onsen? Have I been to an onsen? Once. It's hard for me to get into them. Oh yeah. Ah, you have tattoos. This is my Native American tattoo. But that's what I am. I'm actually Native У American. Клиффорда, короче, татух много. Yeah. Поэтому ему тяжело, но один раз он был. Cree. They have a ring and stuff. Huh? They have a ring and stuff. Not a ring.
Oh, they have this thing. Yeah. I just heard some tribes have rings or... Yeah, you can get rings, but a lot of mine will have this right here is the key thing. This is called a medicine wheel. It symbolizes 4 directions, the 4 cultures. Yep. Can you show me this? That's a Native American one. Yeah, so this is an American buffalo. You see the feather, and then you see the circle in the middle. Okay, that's kind of like it symbolizes the 4 directions, the 4 places of healing, knowledge, wisdom, okay, and spirituality. So this one here I actually got done in China. Oh, yeah, it's a Chinese dragon. I got it done in an area called Kaifachu. Arigatou gozaimasu. Anato wa totemo chisai desu. That's rude, man. Инзакирей. Он сказал, вы, блядь, маленькая. You can't get a Japanese wife like that. Dude, man, do you know how many girls I picked up using that exact line? We need to drink more, and you will like tell me later. It works. I'm telling you, man, it works every single time. This works because you like too big. Bingo. I can't say that. Yeah, you can say that you're so small, just like me. Yeah. The same size. So it works. Это виски с колой. Eat, boys, eat. Yes. Don't. We don't need as much as you. No, I ate a pizza before I came here. That's why I told you I wasn't gonna eat much. Если ты ровный русский, то уважаю. Ты можешь быть разным, понимаешь? Если ты джентльмен, I am strong, you are. like Russian bull. But you go to the gym. We don't. This is true. Короче, если ты нормальный парень, то тебя везде уважают. Okay. Here's my new Russian name. Ivan Drago. Иван Драгунов? From the Rocky? I don't know what you're talking about. Shh. They might not know about it. That's not the real name. It's the real surname. It's just like... Ivan Draka. Something like that, right? Ты тот чувак, который по Японии гуляет. Я думал, ты другой Can you ask your chat if they approve of my new Russian name? About Иван Драгунов? Вы знаете, такой Иван Драгунов, да, ребят? If it meets their approval, I'm gonna keep it. Google не используй. From Rocky 4? But... I don't know what you're talking about. Это, короче, Дольф Лундгрен. I must break you. Дольф Лундгрен из этого, из 3-го Рокки, по-моему. I like how Dolph Lundgren isn't even Russian. He's like I Austrian. never met a Russian who would speak like this. It's like, you wake up every morning and go to him, I'm like, I'm whatever, I don't know what people say. Such a, like, Arnold Schwarzenegger in the Red Heat. Oh yeah, that's horrible phrase. Кокаин. Where's this movie, Red Kid, with Schwarzenegger, right? Научим понятиям. Or it's like, what it was, John Wick. You went to John Wick, right? Yes. Remember the first movie? There were a bunch of Russians, people speaking Russian all the time. The only phrase that was like, sound like, okay, that I couldn't understand completely. It was just the guy saying like 28, or just a number. Everything else, I used subtitles, because I couldn't get what they were saying. So yeah, just headache. It's always awesome when Russians are portrayed in movies because they never actually use like real Russian. Or it's like, Скоро старый Новый год, ребят. Мы партнеры на Твиче. Деньги разблочили. Я с ними-то чокнулся, с вами-то нет. Компания, ребят. just like, you know, it's like DHF, like just random stuff. No one will read it. Americans are brilliant like that because they're so caught up in their own little world. They're so ignorant of it that it's like, you know, if it's a dude talking with a Russian accent, he must be the bad guy. I guess history proves they were right all along.
Like, in that movie, in that movie you were in, were you like the Russian bad guy? Do you know about anime Golden Kamuy? No, but sure. Okay. Well, the how do you say, like, origin. The origin of the protagonist is what is he's a military man, and he have some scars in Japanese-Russian war that take place in like the Kuril Islands? not exactly. It's at Port Arthur. Port Arthur. Port Arthur. Isn't that Dalian, modern day Dalian? That's the one that was under Russian. 1,900. That's Dalian. Because Dalian was under the control of the Russians, the Japanese, and the Chinese. Nice. The city of Dalian. Port Arthur. I'm pretty sure that's Dalian. That's where I worked. Почему ты ведешь-то? Что ты ведешь? Почему? Почему ты говоришь? So you asked played a villain or not? So I played exactly a Russian soldier. Yeah, see? Port Arthur is Dalian. Is Dalian. It's modern day Dalian. So there was a Russian-Japanese war in Manchuria, 1945. Yeah. So I played just a Russian soldier. That's awesome. Yeah. So, like, were you like a background actor or something, like an extra? Some kind of. Like Or did you get any dialogue? You can do the things like super easy Japanese. You can get these Japanese like if you want to be like let's go like background actor or just like staying somewhere like running and action stuff. Yeah. It's really easy to get Can you this kind of show job. him some photos? I send it line probably because I just can't from my phone. I mean, I've appeared once on Japanese TV. Yeah, it was called Downtown Wednesday Downtown or something like that. It's on my Discord somewhere. One of my viewers posted it. Что кушаешь? Это курочка, мяскосики разные на запасоночка еще. Third boy. That hat is way too big for you. Yo, this one's my favorite. Right here, where you look all fucked up. No. There was a way better mustache. So this is a really good mustache. Wow, that's really cool. But also there was like Is that a Mosin Natan you're carrying? this one. I will call you Ivanov. So You look like Ivanov there. each different type of beard or mustache is like I died one time and they get a new mustache. So I was dead like. Oh, you played like multiple different Russian soldiers? That's usually how it works. Because no one's seeing your face. You know, Yeah, yeah. It's like somewhere there. No, there was like two big shots. Yeah. Крупных планов. When I I died right in front of camera, the main protagonist, he was like killing me with a stab, and there was a cam shooting me. So it was a cool experience. It's like Japanese TV. Yeah, this is it's called Wednesday Downtown. How did they get you? They just. I was out just going. This was when I started working out at my gym. So they get you in the gym, yes?
So you get this like opportunity in the gym? Yeah, this was like right outside the gym. So he asked me to like squeeze this like thing. So I hit 63 kilograms with it. And then so he was like then he had like a bingo card, and so it's like 63. I guess it was like one of the numbers, and it got him a bingo, and he was like, bingo! So it was really funny. Yeah, I did a similar kind of job as he did, but when I was studying in China. That is brilliant. Did they pay decent? Вечер пятницы мы бухаем. А вы там все за политику пиздите, да? Вам делать больше нечего. Приобними ближнего своего и не пизди лишний раз. Что ты как описал? That's the thing about being in Asia, like, I bet you if I went actually like looking for like maybe an acting position here, I probably could find something just because of my size. Yeah. Play like some random bad guy. Maybe I can pull off a Russian bad guy. But this kind of a I job, will break you. No, your face is too kind. actually. But this kind of a job is like permanent. Not permanent. It's like you can't have a job like for like a month, and then in 1 month you have like several jobs. So you can't have a visa like that. This is why I want to get you into Japanese AV. That's my goal. It's the same. My goal is like My goal is to turn you into like a porn star. if everything's go according to my plan, I will just like after Japanese language school, I go to the college, I study some IT, and after that I get like a working visa, work at some company. You're gonna become a Japanese salaryman? No, not just salaryman, just Russian IT guy. You know, Russian IT guys have like reputations here. Of course they do. Reputation, so That's why I said mention Kaspersky. it's probably the same as Indian IT man. I heard the Japanese they get like do coding or something. They're better at coding. Я не шарю, за что They're not known for скажешь. it. They hire most of their IT is all Indians. Yeah. Like the majority of the students I teach, the majority of them are all from India. Yeah. Like I teach a lot of Indian kids, some Japanese, I teach a lot of embassy kids. Embassy. Yeah. So so a lot of the kids from like the embassies, like not like ambassador kids. They go to like the really rich ones, but like all the other ones, like one of the kids I teach is the secretary general, I think, of one of the embassies. So I teach like the second in command kids. So, I mean, yeah, these are high level positions, right? The Indian president has come to our school a couple times from Modi. Yeah, we have like a few guys who in our place they work like programmers those from India. Yeah. Yeah. So I mean that's one nice thing about living in a capital city like this is like you get to meet like a lot of people. Like if I actually put some effort into it, I could do some serious networking. My boss is really connected, but the thing is that the school's too much. It's too unethical to work at. Well, I showed you that email, right? Oh yeah, this part. Yeah. Like I have certain standards for myself as a teacher, and I don't want to risk my own standards, right? Like I wouldn't condone cheating, right? Never. Я теряю нить разговора. I'm not saying it will happen, but if I catch it and just letting it fly, that would. Хочу какую-нибудь хуйню пиздануть. Shogun. That's not really important. Okay. How you decide to start streaming? How you decide to start streaming? So, remember I told you about nomadic gaijin, right? So, before I came to Japan, okay, it's a long story, but I'll explain it. Okay, maybe you can explain to your viewers. Okay. Originally, I wasn't supposed to be here. I was actually supposed to be teaching in Vietnam, Ho Chi Minh City. Okay, so COVID hit in 2020 of January. I was in Thailand at that point.
all of Thailand went into lockdown because it was the second city hit. Bangkok was the second city that got infected with COVID after Wuhan. So it was literally Wuhan and then Bangkok. Because what happens is all the Chinese, when they go on vacation, go to Wuhan or go to Bangkok. And during that time, it was Japanese New Year. Right? So COVID hit right on Japanese New Year, essentially. Like just a little bit before it. So you had this massive eruption of cases in Bangkok. Because of that, the school I worked for shut down. Like not short term, like it shut down for like 3 or 4 months. No. In Bangkok. Yeah. So they laid off a bunch of teachers. Okay. Yes, money. Yeah. So I mean that's the risk of working for a private school, right? Is that you're not necessarily guaranteed job security. So I had a choice. I could either wait around in Thailand and hopefully I could find work, right? But there was a whole bunch of schools that shut down. So Justin Trudeau, our Prime Minister of Canada, asked Canadians to come back home. So I went back to Canada for a few months, like half a year. But then I started getting sick of being in Canada. I was getting bored. I wanted to go back to Asia. So I was like, fuck it, I need to find another school to work at. So I started applying for schools, got hired for Vietnam, started doing all the paperwork, waiting on my visa. Then the Delta variant hit. Remember the Delta variant? Yeah. So so just before Omicron we had Delta, and that was like highly transmissible, like super transmissible. So Vietnam up to this point had avoided COVID because they're communists. They just locked the entire country down. Nobody in, nobody out. So they, by and large, were functioning pretty normally. Anyways, so Delta hit, country went into military lockdown, couldn't get my visa, and the school I got hired for was like, well, just teach online. They're like, but we can't pay you until you get to Vietnam. I was like, fuck that. I'm like, I live in literally the 3rd most expensive city in the world, and you want me to work for free? They're like, it's not for free, it's until you get here. And I was like, yeah, but you don't know when the borders will open. It could be closed for an entire year. Like, that's not happening. That's what happens, right? So Vietnam ended up being taken off the table. So I was kind of screwed. I did have a backup though. I got a government position. So a government teaching position with Japan. It's called the JET program. Yeah, it's a government position. It pays pretty decent. Where do you go to rural places? Yeah, they send you to. I was in Shizuoka, right? But Shizuoka is it's like Tokyo, Kanagawa, Shizuoka. Yeah, not too far. About like 2 hours by train, like regular train. You can get there in 45 minutes by Shinkansen. So like where Mount Fuji is, that's Shizuoka. But anyways, so that's how I came here. So I came here through the JET program. When I got here, I was very kind of like, not lonely, but I was like bored. And I was watching a Japanese streamer called Nomadic Gaijin, right? And then I was like, you know what? I'm gonna stream too. So I was like, if I move to Tokyo, I told Nomad, I said, I'm gonna start streaming. That way I can stream. I have a reason to go out and explore Japan, right? Because I didn't know anybody here. I didn't have any friends. I had a few people I worked with, but that was about it. And that's what got me to stream. I moved to Tokyo, and I went out and I bought this phone through So it's all just like a coincidence because of not because of the streaming, but you were in Shizuoka, yeah, and right after you get into Tokyo, yeah. You don't decide. It's like a school decide. No, I did, but I did it more as a reaction to being like lonely and bored, right? And then I met a whole bunch of other streamers, and then that's how my stream grew, right? So I'm not like a massive streamer, but I have like, on average, I have any time between 5 to 10 people watching me all the time. Like I have the core people that watch me. I remember the times. Then the war hit and we got famous. There we go. Yeah, we tried. I figured out how to become a big time streamer.
it's really easy. Yeah, if you have the skill, like to catch a Japanese woman, you can just do it on the streets. And or I'll wait until the USA invades Canada, right? And all the Canadians that don't want to go to war are gonna watch me stream. It's so bad. It's so bad. It's so bad, man. I don't know. Я не буду переводить, но он... Я не буду переводить. I want you to translate, please. Yeah, explain it to them. No. No. From the very start. It's not the reason because... Start from the... Because I was... No. It's not the From the same. phone call. But this one is like easier. No, the secret to getting big numbers to streaming is what you've been doing. You just need to do it. He's getting bigger. He's getting bigger, but there's You a just work. You just work. I just do nothing, and I have the opportunity to do this every day. But but right now, as a content creator, some kind of like I get in the to the point that I can't just every day like walk in Tokyo and just like saying something. I need to do something more. Do the exploration. No, you don't. That's the thing. I need. If I want to increase the numbers and to get my viewers like... You know Suspendas, right? Suspendas left Twitch. He's on Kick now. I know. He's got over 1,000 people that watch him. Do you know what he does? I know. Why he has these numbers. He was a He's have a collaboration with another like famous streamer. Ice Poseidon? No. He had these numbers. He had those numbers before he collaborated with But Ice on Poseidon. Twitch he hasn't these numbers. Twitch he has about yours. Yes. Right. He has about 200 on average that watch him. But the reason why he has those numbers, consistency is key. But see, I don't want this kind of content. I don't want just every night go to Shibya and drink and... No, I'm not saying that's your content. I'm saying that's his content. I'm saying your content is because you're consistent. Yeah, you have a schedule. No. So... No, I mean, like, you consistent enough. You have a schedule. I don't use the schedule. I create it, but I don't use it. Yeah. But people usually know when you stream. There's a certain time you stream. We have a Telegram channel. I get the information. And you're quite regular. See, I'm not regular. You can't. You have a work. I know, but that's the point. That's why my stream doesn't grow. Because I'm never, like, in order for your stream to grow, people have to know when you're going to be online. That's when they start tuning in. Then it's word of mouth. Okay? I mean, think about it. You went from almost nobody when I met you in Akihabara. You had, like, I have the same online. 3-4 people watching me, right? Then all of a sudden you went, like, not even 3 months later. Russian Twitch is slightly different. I have, like, this recommendation and stuff. And there was like a few famous Russian streamers who get in Japan, and I get some recommendations. And it's like a happy coincidence. But you're interesting too, though. You talk to your audience, you engage with them, you listen to requests, you answer their questions, right? I mean, think about it. Like even I will tune into your stream sometimes and watch you for a little bit, you know. I want to show force allowed. They're drunk. They're drunk, and we don't. So yeah, speaking about that, one more? Sure. You want the Coke one? I'll try something different. I like more ginger ale. I will get a Chuhai lemon sour. Lemon sour Chuhai. Which one? lemon sour. Just a regular one. That one there. Yeah. This one? Yeah. Yeah, me too. Yes, looks nice. I want this one. Привет. Привет.
Мы хотим, ребят, догнаться. Хотим догнаться до уровня громких японцев, поэтому надо брать еще по одной. It's funny though that a lot of your regulars know who I am though, because I'm like one of the only foreigners that ever comes on your stream. It's free people, I think. What's that? It's just like a lot of people watching, but people who use chat is like 10% of the view count. So people who chat, like half of them, yes, know you. Yeah, I have a few lurkers in my channel all the time that they're always there. One of my mods. So I have three mods. One of them is his name is Bailia, and nobody will be talking, right? And I'll be like, I'll try to sneak into like a fast food restaurant while I'm on stream if I'm hungry. And he made a command where it's like hashtag, it's like exclamation mark defend or something. It'll be like no burger, no burger, no burger. So basically, like if I'm streaming and I try to eat fast food, like he won't let me eat fast food. He's like, you gotta eat something healthy. And he's always lurking in the background. Like I'll think he's not there. Dude, what's your channel? Oh, Yeah. 1 more subscriber. absolutely. I'm almost like Они пиво хлещут жестко, отличаются японцы. Особенно тянки. Тянки пиво здесь это, блядь, самыми канистрами просто. Yeah. So if you click on my channel, the link will be right there. This one. Yeah, that's me. And then my Instagram should be on there. Yeah, I've only ever received 2 donations. Once for $5 and once for $1. I actually get a lot of. It's really like I have some expectation about swimming on beach, and the first year I don't like have any expectation about some kind of donations. But just happy. I just. No, I actually actively people have wanted to sub it and donate to me like quite often. I tell them don't do it. I'm like, dude, don't waste your money. Амаки, я тебе говорим, Амаки, брат. Yeah, no, you guys support this man, okay? He's giving you rich content. Say already support me. すみません。どうすれば世界を破壊ができますか？世界を破壊。世界を破壊できます。はい。冗談。Кто это, блядь, я его не знаю. Strange for you. What you were saying? I asked her how can I destroy the world? That's what Sekai o Hakai. How would I say that in Russian? It's unsafe to say it in Russian. Oh yeah, that's right. Yeah. We're friendly. Everything is so politically sensitive right now. I have to. Амаки, брат, за тебя. За всех вас, ребят. Спасибо. We need to go back to the days of like the Russian Cold War, where you guys were like not actively starting shit, but you guys were like still the bad guys, but still about these times, it's like I'd like to go back just like 5 years ago. Just like everything's fine. in this time of cold, you know, living of usually of a common Russian man, it's like every year goes slightly down the level of living. So taxes are grow, prices are grow. Your like payment aren't grow. So. but it's like that everywhere, dude. People No. It's Not different. the same, It's not the different. same. It's like Canadians right now cannot even afford to buy a home right now. Like we've been actually Canadians are actually now priced out of home ownership in Canada. my friends like living in Canada. Like just got a husband like a few like a year ago or something. Блять, брат, мы не про Our холод house is говорим. probably close to Мы не про probably холод. close to $1 million now. You should ask your friend how much their house is В worth. общем, I will. в Новый год, ребят, мы с вами не пили, поэтому, да. Пользуясь случаем, что я пью, я могу сказать спасибо всем, кто меня смотрел, кто залетал, кто не залетал, до сих пор залетает, кого я не заебал до сих пор. Будем развиваться, будем стремиться к новым высотам. You know, there were, Или не будем, я не знаю.
the common talk right now among like many like Westerners, right, is that here's what we kind of think about like Russians. We think Russia like fucked up because you guys were in such a good position. Huh? No, you guys were in an amazing position in terms of like had Putin played his cards right. Okay, you guys like your energy market, your ability, your production market, your standards of living. Like had he took that money and invested it into Russia and built up the infrastructure, right? And you guys 10 years from now would be probably on par with China and probably pushing towards like Japan and US standards of living. One man can't make it all, you know. It's all about Putin. Yeah, I know. No, but I'm also talking about like the oligarchs and the people in power. I think I'm drunk enough to start saying some shit. The stream layer. The latest stream. Yeah. Delete the vlog. But here's the thing. Like I'm not criticizing anyone, right? Like that's the thing. Corruption. Corruption. Corruption? He's like corruption in English. Yeah. When someone gives the money, someone to like to do corruption. So, simple questions. Why? So Russia sells salt all over the world, our like oil and resources. You try to thin ice. Careful. Wisely. It's really easy. Why we sell it's raw? You can like do some shit and sell gasoline. So why you sell like raw oil and like get low money? Canada does the same thing though. And why though? Because it's easy money. To refine oil is very it's a very expensive process to do, right? So it's actually a lot easier to drill. Like for Canada, we have the oil sands, right? The dirtiest oil in the world, but we have a lot of it, right? But the thing is, it's really dirty oil. What I mean by dirty oil is that it takes a lot of resources to extract the oil from the sand, right? But we have a lot of it. That's the thing. But the thing is that we don't want to refine it because we've already spent so much money extracting it that we actually get more money selling it in crude oil to the Americans, and the Americans are the ones that refine it. But you know, right? Just like there is this word like strategy, and like of course there is like easy money and not easy money, and when you like work in the government and look at the strategic plan, like how you expand, how your country will go further. Yeah. You know that oil will come to an end sometimes. So. Oh, and oil. Look, you know how you know oil's leaving? Oil I know done? that it's like. Oh no, it's done. Here's the reason why you know it's done. The Saudis are trying to diversify their income away from oil. If you ever want to know anything about what's going on with oil and whether it's going to be around long term, just look at Saudi Arabia. If the Saudis are pulling out of oil, it means that oil is done. I wouldn't say so much that we're running out of it, but we're running out of easily accessed oil. And so the problem with that is now oil has become so expensive that it's not worth the price of trying to extract it anymore. It's easier to go into greener technologies now, right? Alternative sources of energy as a way of powering things. So the American... Now, in Russia, I work with IKEA, and we do some shit about green energy and like wind power and all over the sunlight batteries and stuff. It's not really so easy. It's expensive as shit, and you need to like have a perfect ground for it. So because of the wind power, the place where wind is working, and where the sun, in Russia there's not so much of a sun. Like the winter is like you can't see the sun at all, and like you have sun like 4 months in the year. And Russia is essentially Canada. Oh, sorry, Siberia is essentially Canada. Siberia is Canada. Canada's weather is basically Siberia's weather. Yeah.
Yeah, our average temperatures in most of Canada drops down to about -30. So, like, you know, like where Moscow and St. Petersburg are? Like, those are generally temperate winters. You guys get cold winters. Maybe on the coldest month you'll go down to -30. But, yeah, but in... when I was living in Russia, I was living in Siberia. Yeah. Yeah, it's like -30, -40 max. Yeah. Like, that's It's like... pretty dry, you know. Yeah, that's how where I come from. Let's see what it is right there. Canada. By the way, I want to ask you something about Canada. Sure. You have like main like land, and above the land you have like Queen Elizabeth Islands or something like this. Yeah. What's the deal with these islands? Is this like Canada? French islands? Yep. Like with the cities, Yeah, there's nothing up there. Well, I mean, does anybody live in northern There Russia? like a guy saying he's living in Siberia and he don't see any Canadian. Any Canadian. You say Siberia is Canada The basically. guy was like there. Yes, I live in Siberia. And where's Canada? Doesn't look like Canada to me. No, it's actually a common opinion in Russia that explain- Canada is like a good place to be. Yeah, it's a pretty good place. I agree. I never been there. No. Tell him that the temperature is very similar, but Canada is 50 times more developed than Siberia. You want to hear a riddle? Tell him that the only thing Siberia has that Canada doesn't have is gulags. Ну, брат, у тебя, короче, там температура как в Канаде, а вот с остальным давай сам. Like, you want to hear a riddle? Where would you like to live? In Russia or in Canada? I know the answer. What is the capital of Siberia? Novosibirsk. That's where I'm from. I know it's a big area, but like, what is the largest city I there? guess it's Novosibirsk. Huh? Novosibirsk. Sibirs? Novosibirsk. No, Sibirs. You, Siberia. What, you know what the population It's is? like, yeah, it's like 1.5 million, 2 million maybe. Holy shit, that's huge! I mean, it's Dude, Novosibirsk our largest city is 4 million in like Canada. a fourth size city in Russia. Toronto? Toronto's 4 million. Really? Montreal's about 3 million. Vancouver's about 2.5 million. And then every other city is about 1 million or less. You gotta remember, Tokyo has a bigger population than Canada. The city of Tokyo has a big... Well, we're in the only mega city in the world, right? This city has almost 40 million people in it. Have you ever been to Tokyo Tower, like Tokyo Skytree? No, I've been around. But If you ever go up the Tokyo Skytree to the very top level, it's expensive, but it's worth it. Even at the very top, as far as you can look, it's just city. Talk about the buildings. yeah, you'll just see city. I've been to Tokyo Tower. You cannot see That's anything. because like Tokyo ends in like Chiba and Saitama and Yokohama. It's like right around Tokyo. It's like it's close, so you can't really see like when the Tokyo ends and starts. It's fucking wild. It's the only mega city in the world. There's only one, and it's Tokyo. That's the one thing I always like remind myself is that I live in the largest city in the world, the most densest, largest city. There's no other city that even comes close. Right? The largest city in China is 29 million. The thing I like about Tokyo, like we see a lot of people today, so like on Shibya and like here in this place, for example. But when you like go like 1 kilo away from this place, it's like a living quarters. Where there's like not soul on the streets, like in Shizuka. It's completely different, right? Every neighborhood, every station is unique. I find. And none of this. Yeah. What are your viewers up to? They getting tired. We have like fun and we drunk a bit and like we speak English. You want to go for a little walk or something? After that, probably yes, but right now I'm okay. Because I gotta go in like 30 minutes. Oh, it's already 10:30. Yeah. You need to like get on the train, get home. You live somewhere near Oen? Kotoku. So, you know Chiyoda, like where the Imperial Palace is? Yep. And then Edogawa, so it's Chiyoda, Edogawa, Kotoku. It's like on the top?
No, it's like it's literally on the opposite side of the city. You know where On the Disneyland is? opposite or from the like? You know like where Disneyland is? Yeah. That's Kotoku. Ah, It's like Chiba / Kotoku. Like, I live in. про что говорим? Все подряд, если честно. Разговор течет так, что я сам не помню, с чего он начинался и чем он кончается. Просто говорим. So like I live in this area here. So like here's the Imperial Palace, and I live like right over here. It's not so far actually. We're all the way over here. Man. So it's pretty far. My vision is kind of fucked up because like on You had 3 drinks, man. How are you drunk? No, not about that. Like on some streams, I walk around 30 kilometers. Yeah. So it's not a half, not even a half. So I start at my home on Shimakitazawa. It's like 5 kilo from here, and like go to Akihabara to Ueno, like walk in the zoo. Yeah. This is insane. Like yes, my kind of vision is fucked up because like I do this. I don't want that much, but like like today I only walked 8 kilometers. 8. So you walk like 3 times as much as me. Sometimes. If I'm doing like really long streams, the longest I've ever walked, I think is Please Russian. Что хочешь узнать, брать? Спрашивай. That's like my longest I've walked in the stream. Где он живет? But Он like if живет I рядом walk с that long, становлением. my legs are dead. Like they're done. Probably coming. Но он тяжелый и большой, поэтому ему тяжело ходить. А мне легко. Omiyagi desu. See, that's how you charm the Japanese girls. Why you don't have a wife still? It's easy way to get a visa, like to be here. Do you know how crazy Japanese women are? Device and yet you're made in But like, you know what? The older the No. man or woman, the wiser. Do you know how crazy Japanese women are when you marry them? About what you talking about? They are completely nuts About kids or what? about everything. Once you marry a Japanese woman, I only know of 2 people I know out of all my friends that have Japanese wives here in Tokyo, right? So I have about 7 of them. 2 of them are actually married happily. The other ones are fucking all miserable. But you just need some time to get yourself like No, it's a cultural thing. I understand. Like in Japanese culture, like once you marry a Japanese woman, their cultural standard is they then control the family. Like your job as a male is to work, and then you're supposed to give them all your money, and then they give you an allowance out of it. I'm dead serious. It's fucking wild. And then they're so passive aggressive. They will make your life hell. My friends are so miserable. It is like I want like a serious Japanese girlfriend, but at the same time I'm so terrified of getting one. It was squid. You got one squid. It's like It's easier. I find it easier just to hook up with them. I've hooked up with quite a few Japanese women. No. At this movie, when I participate as a Russian soldier, there was a lot of Russian models, and it's a popular thing between them. Was like, I just have a Japanese wife. We don't really talk much. We don't really do shit. We haven't have kids. I just like. He have me and he have like a reputation. I have like some foreigner husband, and it's okay. And for me, it's visa and an opportunity to be here and do the thing I want. So I think you have a possibility to find. basically it's position like it's a living. Yeah. But the other thing too is language. Right? If you want to find a good Japanese girl, you also got to We speak study Japanese. Japanese. We study Japanese. Yeah.
Where do you think I find the time? But I know a few Japanese girls who like have interest in English, and like they like be happy to speak English with you. Oh, yeah, but you're supposed to find me a Russian wife, not a Japanese wife. I've seen the gorgeous Russian girls that have hung out with him. This guy's always surrounded by beautiful Russian one time. And you had like 4 Russian girls with you. Canadians. What's that? They're Canadian. Don't get me wrong, they're beautiful, but they're boring. There's no They're kind. Okay. Русские девушки есть. Let me tell you this much. Русские девушки в чате есть. Кто хочет мальчика? My country's barely 120 Русские девочки, years которые old. во мне не заинтересованы. Кто заинтересован в мальчике? None of that is Canadian. Okay. I find it. There's a bunch of Russian girls who have interest. He's just saying like me. I'm ready. Okay. The dream is fulfilled. Enjoy. Do you want your like teaching practice will be in Russia next time? Now, girls, slow down. No need to rush. Rush, Okay. You know, that's the thing. Like most Russian people I've met have been like just amazing people. Like Moscow and like Russia would be like a place I would want to visit so bad, but it's just like China right now, right? Until it's under different leadership, I don't want to visit. Same shit. Yeah. Right? And like I said, this is no hate on the country. I'm not talking bad about it. I just don't think, like, for me right now, as somebody who would want to visit the country, it's not stable enough for me as a foreigner to go there. I think as for a foreigner right now, it's okay. It's probably cheap enough. It's probably the cheapest time. Yeah, but there's always the risk of arbitrary detention though. For a foreigner, I don't think so. It's more dangerous for us. I know it's more dangerous country to come back. But no, it's still like, look at what happened. So let me use an example of like the 2 Michaels in China, right? That's what I was telling him earlier. Like Canada arrested Meng Wanzhou, right? So what did China do? It arrested 2 random Canadian teachers and then charged them with spying. There isn't one. No, but that's all. Кто-нибудь знает случай, что в России, блядь, иностранцев повязали или притянули к No, but that's all. It would take, right? Нам похуй на иностранцев, у нас всех своих хуярят. Let me give you an example, right? If Но в России иностранцев some type of никто, блядь, не military трогает. right? Вообще никто не трогает. Yeah, and then Russia would retaliate Я никогда не by, слышал. arresting 1 or 2 Canadians. У нас там and saying какие-то they're ютуберы spies. английские And it снимают, wouldn't be блядь, hard, ходят, right? пиздят. Look at me. If I'm a streamer and I start walking around and I'm streaming in Moscow, I know a few YouTubers who like do this shit. They like go to the Russian stores and they live in Russia and like speak Japanese. Our country don't do shit to foreigners. Our country like do shit for Russia. But if you're a foreigner, you can. didn't they just arrest? They just release them, but they arrested a former American diplomat. Берут и часто. They arrested the American basketball player. Yeah, they charged her with drug possession for like. I think it's true. Only it was like a famous case for a basketball player like They made it like a thing, I guess. And you know about Snowden? Yeah. The Snowden guy who lives in Russia right now. Yeah, that is like the one good thing I think that Russia actually did was giving him asylum though. He actually did a good thing. Most people will tell you that Snowden did a good thing because he exposed the spying that the Americans were doing on their own people, right?
Here's the thing about Canadians. We are not like lockstep in like idolizing Americans, right? We will call the Americans out on bullshit. Right? We might be allies with the States, but Canadians have no problem telling the USA when they're being assholes. Like, for example, the war in Iraq, Canada didn't participate in that. Lower it now. Huh? Canada still staying like neutral about the Ukraine and stuff. No, because Canada is not neutral in that, and I'll tell you exactly why. Canada has a massive Ukrainian population. Really? Yeah, massive. You remember what did they call it? The Holodomor? Remember when Stalin starved 40 million Ukrainians? Okay, let's not talk about that. Changing the subject. We'll stop right there. We can't remember. We wasn't even born at this time, so we don't know. It's actually at some point I was thinking about you was a teacher of a history. I am a history teacher. And I have like each country history books, history like учебники, textbooks are I think are different. Yeah. So right now its history are going between our eyes about what happened in the world. Yeah. And 10 years, 20 years passes, and which country will have their own opinion about what exactly was going on at this time. And Yeah, I like I said, I try to. This is why I want to try to avoid this stuff unless I have like actual questions I can ask you guys. Which one is Russian? yes, we understand about what you're talking about. But I can see that. Yeah. That's fine. It's easy to put it in English. It's fine. Oh, yeah, that's what I was referring to. I never heard of that, but But anyways, this thing is probably haven't proved. No, but that's the reason why Canada has a whole bunch of them. Because when it was happening, a whole bunch of them came over to Canada as refugees. Something like 4 История без победителей. Вроде во Второй мировой победили русские, да? Только вот что-то в американской истории это не совсем так. Да и сейчас тоже не совсем так. Ну, в общем, забей. Like, in school, my history teacher told me like we study history for like not repeat the mistakes of the past. Yeah, that's the point. That's the point, and the point is that history is repeat itself. So. Not so much. There was a Cold War, as you say, and there's a Cold War again, and there's like things go the same way. But often, like right now, people are comparing the conflict to the beginnings of World War II. Right? However, this time that's not the case because so many countries have intervened, right? And the money is not there. Like this is not a sustainable war for either side. Right? It's a losing conflict. no, but Americans get something from this. Курилы придется вернуть. The whole like experience. Японцам не нужны курилы. Shipping it. Спроси вот у пьяных японцев здесь, нужны им курилы, им не нужны курилы. Russia gets nothing. Just like prices. I suppose. Like Russia started like, There are certain understandings I have, but like I said, I don't want to say it on the stream and stuff. You know, I try to be sensitive to the audience. Like even when I'm watching his stream, I rarely ever ask political stuff, right? Because I don't want to get you guys in trouble. You guys still have family back in Russia and stuff. It's not about the same. There's a lot of Russians who talk about politics on the stream, but they have their own category. Yeah. It's not just statics, it's politics. Yeah. So like they have like crazy online and they can like watch YouTube bloggers and stuff. there was a guy who was like making points about like the Ukraine stuff, and he got raped by the police. После Пятничной мировой коалиции Второй мировой. Историю. Я сдавал ей историю. Yeah, that's why I try. Я планировал поступать в Академию МВД, я сдавал историю, спасибо. Like I know he's got some liquor in him now, so he's probably feeling a little more loose tongue, but you know.
I'll keep it very, very like neutral in the way. Right now, okay. When we with Ilya and some other Russian guys was like celebrating the New Year on the 31st, there was one guy who was trying to drink us all. I came with 2 bottles with whiskey and stuff, and some other guys like came with something. This guy was like get like 10 bottles of some like shit to the party, and like he do shots like crazy, and like on the New Year I was drunk as fuck. It was like more than 20 shots. From I remember because you asked me where I was. No. It was earlier in the night. You had asked me if I was coming out for New Year's, and I told you I was only out there for a few hours, and then I went home. So I actually streamed at home. Не знаю, Шелест, на свое усмотрение. Если они просто какую-то свою точку зрения говорят, там, типа, Вторую мировую победили японцы или, блядь, афроазиаты, пускай говорят. Ну, если начать какую-то хуйню с оскорблениями, тогда убивай. What about you, man? How many Japanese women have you met? Have you bang? Bang. Yes. Bang down. Yeah, give us numbers, man. I did bang down. Okay, No way. below come, let's like figure out how much everyone When I from... came here from South of the year, I was extremely depressed and stressed because of the war and stuff. So Dude, just, like, but that's how you take out your stress. Not for me, no, 'cause I was just like relaxed. Афродизиаки. I just got like one female Japanese friend recently, so we'll see. Okay, so that's the hopeful. So There's always an old one. so 0 so far. All right. Spill the deeds. Eh? No. Spill the deeds. About what? Huh? It was actually because of, you know, because of the stream, I get a lot of like events in my life. Lots of people, drunk people, want to speak with me, and because of that, I came often to the streets. Like, if I wasn't streaming, I think I sit at home and like watch anime or like playing games or do some shit. Like, So how many ladies have you met? I met a lot of ladies. Japanese not with all of them. There was like some. But how many? Give us a ballpark number. Come on, I'm sure the stream wants They to know. know. They know. They don't know. No one knows. They don't know. It's 1.5. One and a half. 1.5. Come on. You've been here a year and you've only ever hooked up with 1.5 girls. I don't really like. I mean, You know, I have a budget. You don't have to pay for shit. Okay. If I was like a beautiful person, I don't have a play. You are way better looking than I am. Not than him. No, this guy's beautiful. This guy, like This guy could be a model. This is true. you remember could the be a movie model. with Rob Schneider? It's like But here's the thing. If a guy like me can get tail, okay, everyone can. anyone. But you have some subarashi skills, like Anatamachi side. Both are handsome, sexy boys. Come on. No, I look like shit. Let's be real. But No. You have like. I'm okay. I wouldn't say I'm like horrible to look at, but like the thing about me is that it's my ability to talk to people. Right? That's it. Well, you saw Меряемся that girl. письками, ребят. Меряемся высокой иконой перед That's рафом. all you gotta do. Мы с Илюхой проигрываем. But like, if I were to go up to a girl and try to Даже если like what сложить we нас call it, двоих. it's called a cold pull. Do you know what a cold pull is? It's going up to a girl and like charming them and then getting their number. It's a cold pull. Okay? A cold pull is like you. Я уже заебался получать комплименты по поводу внешности от мальчиков, блядь. Because you're. Сидела бы двухметровая девочка, канадка. You can work on that, but you Я have the поверил, looks. You have the looks. to опять do it. получать от мальчиков комплименты. Me, I have to do what's called a warm pull. I have to kind of get them comfortable with me first. Я и так знал, что для мальчика Get привлекательно, them когда меня laughing, индусом лапы. and then I can get their contact info. It's like, oh, yo, do you have Instagram? Yeah. Can I add you? Yeah, absolutely. Right? And then from there, you know, hang out with them once or twice, and usually from there, if I want to hook up, it's usually on the table. This guy here would be able to do a cold pull. You might be able to get. You probably could do it too because you have like the light colored eyes and the blonde hair. Do you walk the one from the school? You saw this thing. What's that? We had like
what it was. It's like we have like. Do you know about the crocodile game? It's when like you have a word that you need to show. You can say it, but you need to show in action. They're basically mime when you just do this stuff. Okay, We had this like party at school, like Christmas party. And the word that he was like supposed to show was like приезжай. and this guy was just started like cooking. this could be him. Yeah, I know. We'll show Stream. Like best Spider-Man movie. Yeah. This could be Demon. Diman. Demon. Is that how you say your name? Demon? Domitori-san. It's just Dima. But So tell them in Russian this is how you pick up girls. окей. Вот так вот вы цепляете девочек. И мне говорят, что ты можешь так же. That's Demon right there. Это я, говорит. Это Дима. Did the whole Tobey Maguire thing. That's what he did in school. He was just like No, Japanese girls are actually really fun to hang out with, but it's relationships is when they get a little bonkers. That's been my experience so far. Like anytime I've tried to get serious with a Japanese girl, it's always been chaotic. I had one girl I was talking to for 2 weeks, and I had even slept with her once, right? And then, like, the minute I asked her, I'm like, yo, so, like, what are you looking for, like, long term? Ghosted me right there. The minute I even hinted at the fact he's just hoping for a citizenship. No, she, a lot of Japanese girls will be okay to bang, but relationship-wise, right, majority of Japanese women... Интересная информация для вас, ребята. Слушайте меня. This is like Chinese girls. Yeah, Chinese girls were almost exactly the same. Как раз то, что вы спрашивали. It was like, if you were going to get a Chinese Японки не wife, против, просто you had to have, well, далеко me не being все. a teacher was really good. So you had to have money. Yeah, money, you have like to be in a good university, good family, or something like that. Yeah. So, there's a lot of hungry Russian guys who want to bang Japanese women. Yeah. Which advice can you give them for get succeed? Okay. Try to speak slowly, I will translate. Okay. First thing. Так, во-первых. Be very white. What? Be very white. White? Будьте белыми. Вы уже побеждаете. Все, давай дальше. Light colored eyes, either hazel, green, or blue. Так, голубые или зеленые глаза. Those are the two number one things. You will get many Светлые Japanese глаза. girls. Светлые глаза вам нужны, ребята. Если нету, линзы берете, давайте. Third thing, Так, третье. humor. Так, юмор нужен быть. Humor. But how about language? Not so much Japanese people to speak English at all. So. Okay. So for language, really basic Japanese. So how can you be funny with basic Japanese? It's like sorry, masen. no. So sumimasen. Dosoriba UFO wa doko de miru koto ga dekimashita ka? Moichido? UFO. UFO? UFO wa doko de miru koto ga dekimashita ka? This shit is work? Yes. It works. There is no answer because what you do is because the Japanese girls will take you very seriously, right? Japanese people are super serious. I will need to translate. Он говорит, в общем, вы можете нести какую-то хуйню несете, и на самом деле это запруфованная чушь. То есть ты говоришь чушь, но к тебе относятся очень серьезно. And what the coincidence? So you talk shit, they take you serious. They take you serious, and then you say, you tell them, I'm joking. Короче, вы говорите хуйню, а японцы начинают думать серьезно, то есть они не понимают, что вы несете. А затем, когда наступает неловкая тишина, ты говоришь, я пошучу. Because Japanese people are not used to humor. Humor here is humor here is pronounced. And then you get the puss? Yes.
You didn't see the waitress, how the waitress reacted to me, did you? He saw it. No, I saw. Yeah, that's all it takes. Пацаны, ну, получают светлые глаза, уверенность, вы уже русские, вы уже европейцы, потом говорите какую-то хуйню на японском, выучите пару фраз, и просто неловко растапливаете атмосферу, и все. So you bullshit with them, you tell them you're joking, they laugh, that's your door open. Then you just ask them a simple question, what's your name? Name wa nani? They'll tell your name. Name wa watashi no kurufudo. Watashi wa Canadian. Canadian, so desu ne. Then you do small talk. After you small talk, you ask them something a little more personal. You ask them, where are you from? Like, where are you from in Japan? Okay? So you make that connection. And then after that, then you've opened up enough of a door that you could say, I find you interesting. Can I talk to you some more? And you're comfortable enough like to do it to like any girl on the street, like. Okay, this is the other trick. The one way to know if a Japanese girl is willing to talk to you is if they make eye contact. Mm-hmm. Okay, you'll see people. You know nanpa, right? I get a lot of eye contact because of streaming. So yeah, you know nanpa, right? Nanpa? Nanpa. Nanpa? Nanpa is like picking up girls. Okay, it's like being a horny dude trying to pick up girls on the street. Okay, that's what the term is called. It's called nanpa. That's an actual contact. Если у вас есть зрительный контакт, okay, if you got the eye contact, yeah, so it's a green light. Yeah, that's the green light. If a girl makes eye contact with you here in Japan, it means that they're. You attack her with a stupid joke. Huh? You attack her with a stupid joke. Well, no, they'll smile at you and then you say, konnichiwa or konbanwa. Okay. And then you open up on them. So you ask them something silly. You ask them what their name is, where they're from. You just open that door. That's it. Once that door is open, then you can just sneak on in there. How far can you go on the first, like on Hajime match day? Depends on how good your game is. If you're confident, you'll be able to bag it that very day. Whoa. Yeah. Have it proved by you? Once. Whoa. I managed to do it once here. Usually for me it's like the second or the third time. Okay? Because the key term here is if you're hanging out with them and then you can ask them really casually, do you want to go have a rest? And a rest here is key word for do you want to fuck? But as much as I know, you can't really speak Japanese much. Yes. So if it's not the first time, how can you like Google Translate is fucking magic. Пацаны, короче, все выяснил для вас. Самый простой гадич на улице, если да. Do not underestimate the power of Google Если вы Translate. уже европейский, если у вас, светлые глаза, нет светлый глаз, линзы покупаете. На улице, если есть зрительный контакт, это зеленый свет. Можете вторгаться в personal space. Вторгаетесь в personal space, начинаете casual talk. Casual smoke talk. Если тяжело со smoke talk, у вас есть Google переводчик. The best way to pick up girls here in Japan is to make eye contact with them, to make small talk with them, and then ask them some minor personal questions. Начинаешь чуть-чуть. То есть начинаешь с простого. То есть, как тебя зовут? Там, ты знаешь, такие простые фразы свободные. Но еще было бы неплохо уметь тупо шутить. То есть тупая шутка может растопить лед. Ты говоришь какую-нибудь хуйню, типа там, извините, вы не знаете, как пройти в компанию Росатом? Она начинает думать, она не понимает, потому что японцы не понимают шуток, юмора, и поэтому они будут думать серьезно над любой твоей шуткой. И потом, когда она потеряется и не будет понимать и сказать, ты говоришь, да я пошутил, расслабься. Все, она уже потекла. Ты добиваешь ее более конкретными вопросами, серьезными такими, то есть, откуда ты там, чё, как, почем,
You know what sitcoms are? И вот так подводишь, то есть, если разговор у тебя идет, значит, ты можешь проявлять себя более агрессивно. Corner gas. Спрашивать Инстаграм, спрашивать Телеграм, спрашивать любой прочий грамм. It's a Canadian. Один раз, говорит коллега, за одну встречу дошло уже до постели. Один раз, говорит, дошло до постели. Если потребуется больше, чем один раз, тогда можно организовывать еще другие встречи. It's Canadian. И если у вас прям плохо с японским, то общайтесь при помощи Google. Говорит, 99% канадцев получили японскую курсе по таким способам. And then all you need to do is when you find like a funny line in there that they're saying that makes you Шутки laugh, улучшат. copy it. Я пруфаю за шутки, потому что я сам and then repeat it. тут еще шутник. Я постоянно шучу в общении с японцами, с сенсеями, со своими другими знакомыми. Они реально вымораживаются от шуток. Они не понимают наших шуток, и вы вряд ли пошутите правильно по-японски. Поэтому они впадут в ступор. И потом, когда вы такие скажете, да расслабься, да это шутка. Какой роса там в Японии, блядь. Это сразу будет неловкая улыбка, понимаешь? Неловкая улыбка. А неловкая улыбка это как усы Илюхи. Пропуск сразу. So you're establishing the learning with something visual, okay, which makes it easier for you to remember. And then after that, right, when you practice it, yeah, and the accent will come with it. Think about it, right? Here's a good example, right? I will break you, right? Or Australian, right? You call that an off. This is a knock. Наглядно потестим, ребят, потестим. Я доверяю тем, кто шарит за японский, крафтить тупые шутки на японском, ребят. Дело за вами. They find lines off of other TV shows and stuff, and then they will emulate it, right? Because that'll help them remember. Because, like I said, it builds those learning connections. You probably do the same with Japanese. Huh? Oh, Japanese, absolutely, right? Anime is the best one for that. Thank you. They really appreciate your guide for like how to speak with Japanese. Absolutely. I'm already trying something like that on the Russian girls. Like we will see. I'm always happy. Спасибо, Генри. Генри, братик, спасибо за подписочку. Я всегда рад помочь своим русским братьям. Thanks, comrade. No, but I told you, right? I didn't type that in. I spoke into it. Right? So, like, do not underestimate the power of Google Translate. If you know how to use this thing properly, because sometimes here's your secret to Google Translate and how to use it good. Okay, when I'm using it, right, and sometimes what I say doesn't come out the way I want it to. Yeah, I will change around the way I phrase the word. Right? Because that's what you got to do. Because they say in order to speak a language, you have to think the language, right? So what I do is that, English to Japanese doesn't always translate the same way, right? Because English and Japanese have different meanings for words, right? And how they're expressed. So what I do is that I think in Japanese and then I express it in English. And then that's why it usually translates correctly over. And if I'm still not sure, then what I do is I copy it and then I translate it over again. Like I reverse translate it, and then I fix the words up and then I translate it again. And that's how, like, think about the times when I've used Russian in your stream and you've commented, "Wow, you use Google Translate really well." It's because I've managed to. I try to be polite, man. It gets the point across. Probably right? Japanese girls also try to be polite. Could be. Japanese people are notoriously polite. I gotta get going. Mask? I lost my mask. That Japanese lady had it, then she took it. Maybe. She asked you if that was your mask.
Daijobu. I'm gonna get our bill. So our total, 5,600 yen is our total. Oh, it's even Yeah. count on a person. Yeah. Henry. Скинул на онлайн. Или как лучше заплатить? Или не скинуть? Я сейчас могу заплатить. Давайте скинь тогда онлайн. 1666. А сколько это на 2 умножить? Или 4? Well, I hope you guys had a good time. Thank you for inviting me out, and It was really interesting. Guys, like, really appreciate it. yeah, I had a lot of fun. Не убирай. Is that okay for everyone here? Is that too much? I think. Huh? Is it too expensive? No, I have like expectation is about when you get somewhere to drink, it will be expensive. So Well, no, but that's. Remember, I told you that this place was cheap. Yeah, it's Did it live up to your compared to, expectations? I understand. I understand. That's what I'm saying. Did it live up to the expectations I tell you? Like, relatively decent food, okay alcohol. How much do you spend on a food? Like basically on a daily basis? On a daily basis? Yes. If I'm eating out But you twice eat a lot because of gym, I think. Yes. yeah, but I eat out a lot too. So if I eat out, I spend on average about 3,500 to 4,000 yen per day. Wow. Okay. I try to get 1,000. Yeah, but that's what I'm saying. If I'm smart and I eat at home, I can spend less than 1,000 a day. But it's still quite a lot of money. You know, 1,000? 1,000 yen a day. Yes. It's not really. It's like 30,000 per month, and you can get really. You can get like 25 maybe. But it's hard. Is that your internet thing? Huh? Is that your internet thing? Yes. Cool. How much do you pay for it? 5.5 per month. That's not bad. It's actually good, but it's often lost the connection. And I tried to get the Como one, but they want a deposit about like 3,000? Sorry, 30,000 a day? 100,000. It's brutal. Just tell him that Putin's your uncle. So this my phone, this phone is really cheap, a Chinese phone, Yeah. and it's really dying. So it's okay right now, but usually half of the screen are black. Really? So it's really dying for some reason. I don't know. So Weren't you gonna get a new phone though? Yeah, I tried to get money, donation goal on a new phone, Yeah. and I bought the phone with like 5G, so I can get my Docomo Unlimited. Yeah. So this phone doesn't support 5G. Yeah. It's only. Oh, you set up like a streaming goal to get And a phone? this program, it's really. I don't know with which program do you stream. I use but, Prism. I also use Prism, and I used Stream once before, but then I meet one Chinese guy who like osusume me IRL Pro. Yeah. And IRL Pro is a really good one. It's a really good one. Is that what you're using? IRL Pro? Yes, it's IRL Pro. It's, you need to like to get through settings one time, and this one is when I lost the Is it a internet safe connection. app though? Yeah, yes, it's on Google Play, so it's really. I glad with this one. It's, picture and connections and. It's not on. Apple Store. Yeah, it's not on. Apple It's Store. it's Apple is yes. It's Google Play. Yeah. But this one is the Yeah, Streamlabs sucks. sucks. And with every patch it gets worse and worse. Better and better. I remember I told you that though. I remember you Streamlabs and I was like, don't use I want Streamlabs. some setup for stream from a bicycle, but Yeah. not the shit I have right. So I want something from the cheap one to get my phone somewhere here. Yeah, you can Amazon from Amazon. I need to check. Here, I'll show you.
маску Ильи официантка подняла. Твою маску официантка подняла. Да я понял уже, что А ты я не съебал? Ну ладно. Да нет, я не видел, она, видимо, подняла, что спросила, я не заметил. Просто маска была Я не дешевая, знаю, к сожалению. Она дешевая? Я зашел как-то в Adidas и купил себе 3 адидасовские маски. Маска из Адидаса? Да, они стоили 2000 за 6 штук. Ну они типа стирать можно каждую. Маски-то из Адидаса были? Ничего себе. Я носил эту маску полтора месяца, она была абсолютно в порядке. Ну, почему носить стоит немножко? Мне, к сожалению, это не новость сравнение. Там еще 2 дома есть. Не, просто ты же на обратном, на нее Yeah, something like that. I don't know how it will like stabilize shit. It works. Works? Yeah. Remember I have one, but I use a clip though. I use a clip for my backpack. But they're Do you need a special backpack for it? no, any backpack will work. But that's what I use. Not everybody does Что-нибудь it. вот типа такого хотим, ребят, для велосипеда, чтобы вас меньше трясло. Короче, нагрудную какую-нибудь чушь. It's pretty cheap, actually. How did you Google it? It's like Next time. phone camera mount chest. Oh, okay, I get it. Yeah, And I think you can even get one for your shoulder. maybe. Так, заебываешь слушателей. Скоро мы закончим. Сейчас Клиффорд пойдет и вернемся к нашему русскому повествованию. Что страшного? Да, МБТ. Чё-то, скотч. Но скотч. Знаешь, пешку? Я думаю, домой просто пешком дойти. Yeah, like you can get one for your shoulder as well. Hold on. It's quite price, yeah, price ratio is different. But this thing is not exactly for the phone. You get special. So you see there's a hinge there. You just replace the hinge with a clamp. That's for phones. So you see how you have a clamp like this? You can get a clamp like that with the same thing with a little special screw attachment that'll work with the GoPro attachments. Literally, they work the exact same thing. All of my equipment is GoPro equipment, but I don't use a GoPro. I use my iPhone Pro Max, right? Because the same attachments work for mobile phones. And it's really cheap. My whole setup, this phone here was the most expensive part of my setup, right? Because this is my main streaming phone, then I have my chat phone, right? You get it here or like? This phone I bought here, yeah. And where? I got this through Docomo, like the Docomo store. Is it what? Which kind of phone? Pro Max 13, iPhone Pro Max Max 13, yeah. And how much did it cost for it? They're expensive. When I bought it, it was 170,000. They're cheaper now. I think they're like 140,000. But yeah, they are expensive. But you know where you can buy a good affordable phone, like an iPhone 11 or an iPhone 12 Pro? Akihabara. And you can get them for like, depending on how much you're willing to spend, you can get them as cheap as like 50,000 yen. And those are good phones, right? iPhone 11 or iPhone 12 is only from a few years ago. If we are talking not about the iPhone, but about Android. Android, yeah, you can get really good Android. Do you know about something about like good streaming phones? Android phones? Yeah, so obviously any of the Samsung phone, any Samsung phone that's 20, any of the 20 series. Okay, so anything before the 20 series is not as good, but the iPhone S20, the iPhone S21. Did you hear something good about the Google Pixel? Pixel. I saw a lot of. Yeah, but it depends on which one though. That's the thing. All the newer phones have better. Stop it. They have like
That's okay. I'm bigger than them. That's right. As Ivan the Great, Не знаю, брат, никогда or Ivan the Terrible, as the rest of the world knows him. Okay? I learned my lessons from him in that if you want something, you have to seize it. Вы его отказать? Huh? А мы просили уже гилы? Check. Okay, we can go. This is what we need. Yep. Wow. So, wait a minute. Oh my god. No. Nani? Что там было? Это было 3000 с чем-то? Я тебе сколько тысяч случаев положил? 3730. Who's that? Okay, we will get some change, I think. Alright, let's go, boys. Yep. Ребят, поставьте, пожалуйста, модера там или кто-нибудь. Demon-san. Ау. Watashi wa nakadashi desu. Nakadashi desu? Are you trying to pick up me or what? Oh, sorry. You can't. Thank you. I understand your stupid jokes, so you can't. You actually knew what that meant? Yes. What have you been watching, huh? Come on. What kind of anime have you been watching that you know what that is? Поставьте, пожалуйста, памятьте ссылочку на So he's Клиффорда. been watching a lot of hentai. Not a lot of, but some kind of. Probably. He's like not a lot, but all of it. Это ВК собираться просто будет? Восклицательный знак собутыльник, да, чтобы ссылочку получить. За нас с тобой или за всех? Не со всех он тоже был. Собираемся. There we go. Yeah. Well, there's our donation to your stream. Dude, I make more money than both of you. You're right. It's kind of. He is. Я хотел отдать сдачу Клиффорду, но он говорит, блядь, чел, я зарабатываю больше, чем вы двое вместе взятые. И это правда, к сожалению. Я нихуя не зарабатываю. У вас сейчас залагает, потому что мы в лид зайдем. Как вы не подкатите? Но, к сожалению, из-за того, что Клиффорду надо идти, мы недостаточно набухались. Поэтому нет. Кем работает? Блин, чел, весь вечер слушали его лор. Он учитель английской литературы. Well, because like people, like I'm fully aware of the behavior, right? But I think it's funny, and then because as long as you do. Какая модель маршалов? Я не знаю. Сейчас мы Клиффорда проводим, пойдем с Ильей домой, там спросим у друга за его все. Не, мужик хороший. Как минимум за его гайд вы должны быть благодарны очень сильно. Быстро как-то, ну да, видишь. Так-то могли бы дальше сидеть, но надо ему возвращаться. Мы вдвоем с Илюхой тут. Илюх тоже уже думает возвращаться. Because I don't see any other exits here.
I see window. Yeah. Other side. I see fire kitchen. I mean, the way. Контакт. Так у меня есть его контакт, я же его сюда и позвал. Чего не брать его контакт? Do you know about Pushkin? Pushkin? Russian author. Is that the guy who like fell out his window? No, it's author of. That's one thing I noticed about Russia is that the oligarchs have they're very clumsy and they tend to fall out windows a lot. How much Russian writers do you know? Like, you're a teacher of literature, so. Like I said, the only one I know of is Dostoevsky? So you don't know much about Russian literature? Oh, hi. Oh. Arigatou gozaimasu. Bushi. Yabai. What is Russia literature is like. Is there good Russian literature? Of course. The problem is that I don't know how much of it has actually been translated. Looking up. Well, I mean, Russians are depressing. Unfortunately. Chisai. You can't stop like. But you have a good personality for IRL streaming because of that. Also. They afraid to not be cute with you because they are twice. They know I'll eat them. Yes. I'll be like, ow. It twice as big as them. There's a lot of people right now. Yeah, it's Friday night, man. Friday night. Yeah, but Okay. usually it's not too common to see people hang out here like this in Japanese. Everyone should Вас пролагался, ребят, все хорошо? Вы видите картинку? Вроде должны. You know what's the best way for you to make money? Play pachinko. Are you tried? I've tried it once. And how much do you win? I don't think I won anything, but it's fun. It's fun. Okay. You know, we should actually play Russian roulette. Come on. Дойдем this. You see, it's a power of The camera. YouTuber. Yeah. YouTuber. Japanese people, I find, will either respond in one of two ways. Yeah. They think you're the most annoying fucking person in the world, It's or they want to be on camera. this way when they aren't drunk. When they are drunk, they like mostly positive. Yeah. But when they are strict, they like. Yeah. The fuck? The fuck are you shooting at? I have the few stores when like Oji-san, the old worker, like say, don't shoot at the store. Don't shoot. okay. Well, if it's ever old people asking me to do it, I always listen. Of course, I'm also. No, I'm not saying you don't. But if you like, that's how you do it. but I can't do it when I like with the camera, with the phone. All you do is look at them, say konbanwa. If they say konbanwa back, that's your Like, window. for example, if I want to like speak with him, if I get to him and like film him on the phone and like try to speak, it's kind of, I don't know. It's uncomfortable, I think, for them. I don't think so, and I'll tell you why. Okay. People are so used to having cameras everywhere nowadays anyways. Every phone has a camera. There's cameras in the streets. But have you seen these Japanese girls, when they see I'm streaming, when they see me with the phone, they try to like cover face? If you ever notice it, it's only the young ones that do that. Maybe. The older ones don't care. So you... Okay. But it's MILF hunting time. MILF hunting time. No, it's not so much milk.
So like the teenage girls, those are the ones you're talking about are usually like the maid outfit ones, right? They're usually like No, not exactly, but yes. they're usually like the 18, 19-year-olds. The reason they always try to cover their face is because they're afraid that somebody else will see them doing that type of work. Okay, I get it. And for them, that's what they find embarrassing. But it's not only them. It's like I walk on the street and sometimes this kind of shit happens. You just said the key word, sometimes. Sometimes. Right? But then any normal people will do that. You could be walking in Russia and some regular people would probably be like this. In Russia, I won't do this shit. In Russia, it will be. No, but what I'm saying is that that's generally a normal reaction. Majority of people don't give a fuck, right? If I see a streamer and they put me on their stream, I don't care, right? If I don't want to be on it, I just ignore them. Because people are always filming, right? There's always cameras everywhere. You'll see camera crews, news, you know. I think it's become so part of our daily life now that at this point I don't think it really matters. We stand here because we wait for you to leave. Exactly. Oh, I go to Then go across out. Huh? Wait, how come you don't stream? It's not for everyone, you know. I think you need to have like this. There you go. Iria is really hazukashi, I think. You won't know until you try. I didn't think it was. You think? Look at me. You think I look like a streamer? Oh no, I look like some. Stop create concurrence for me. Yeah, you're right. I'm gonna steal all. He'll like end up stealing all your viewers. He can't actually, but he can try. He can steal because of his looks, but you need like ability to speak shit and not only shit, speak. Yes. You most powerful between us for this. Your ability to like just catch that. You're the one with 200 viewers. But if I can casually like as you like talk to Japanese girls. There was like hundreds, thousands, man. Your partner. Okay? At some point. I am affiliate. At some point, maybe. At some point. What do you mean? No, you just said you hit partner. I am. Yes, I am. Yeah, you get the cool check mark. But Japanese girls don't give a fuck about Twitch. They say YouTuber. Nobody knows who Twitch is. Yeah. Twitch is not a thing here. Заннен. Twitch is mainly a European and North American thing. Сейчас проводим от Клиффорда и пойдем дальше. Немножко английского осталось. Cool check mark, yep. Пока посмотрите на перекресток красивый, куча людей, время почти 12 часов, народу куча. Because I think doesn't Russia span two continents? Right, it's on the European plate and also the Asian plate. It's like Eurasian. Yeah. Sure, yeah. I'm from the Asian part, technically. Yeah. Plus, you guys got invaded by the Mongolians. Yeah. There we go. Demon might actually be like Mongolian. I actually am, man. That's why he's so aggressive. My world like it's black here, like white here, and my beard are like red and stuff. I have some Demon's like, I will conquer Russian women, like Genghis Khan. Why I need Russian women? I need Japanese women. Sure. No, but Genghis Khan the Mongolians never made it to Japan. They tried to invade Japan, and then the Sea of Japan sank their entire fleet. They played the ghost of Shibya. It's over there. Anyway. Okay. We will walk you by the station, and then Yeah, I'm gonna catch the Hanzomon. Hanzamon. It's like a purple one. Yeah. Oh, okay. The Merple one. Purple. Merple. Yeah. I had a lot of fun this evening, though. We got to do it again. Yeah. Basically.
It was not the better that I expected. I expected to be good with you, so you're like a good person, like to hang out. So. Next time we meet you, we drink vodka, you bring maple syrup. I will see if I can get. I will try to get my hands on some Canadian alcohol. Some. Get your hands on some Japanese woman, please. Japanese woman, and bring this to us I'll next tell you time. what, I will bring some Japanese women if you bring me a Russian woman. I can get Natasha. We can get Natasha to you. I'll do that. I will take a Natasha. Okay. He will take but she has Natasha. to be the same like Natasha, like from Marvel, She will be. like Black Widow. She will be. You have a higher expectation, man. Okay. That's my kind of Japanese. Oh, You can say Chisai, yes. Yeah, but that's Compared to you, every girl is like small girl. yeah, but I'm very much like a thug type of dude. Like I prefer like rough girls. I don't like the whole like working type girl, you know, that's like really nice makeup. I like girls that. Yeah, so you're definitely my kind of guy. Yeah, the ones that you know are trouble. I'm one of those guys that look. I know she's a bit broken, but I can fix her, right? And then you end up more fucked up than when you. Demon, I see as a pushover. He's gonna be like any relationship Demon is in, right? His wife or his girlfriend ends up wearing. I'm actually passive, man. That's what I mean. They end up wearing the pants in the relationship. How can you be a passive and be a pushover at the same time? That's what a passive is. Passive is like the woman makes all the decisions, and you just go along with it because you don't want conflict. Okay. It's the topic for the next time. But I don't think your type of woman is hyper aggressive though. You end up going out with one that's more domineering. I don't like people who are more hyper than me, actually. More hyper than you? Yeah. Like hyper passive or hyper dominant? Hyperactive. Hyperactive. Toxic? Yeah, he's quite toxic. Yeah, he is. I don't know about it. I ask your viewers if you're toxic. Ребят, я токсик или нет? Ну, вы поняли и так. We will see right now what they think. Guys, is Demon toxic? Would he be in a relationship? Who would be toxic? Would he be the toxic one, or would the girl be toxic? Yes. Yes. Can you clarify the questions? Yes, a little bit. Yes. Oh man, all your viewers threw you under the bus, dude. The toxic demon. Yep. Okay. Anyways, it was pleasure. It was pleasure. Yes, man. It was pleasure. See you guys later. We will see. Viewers, That's Red Dog Rebel. Red Dog Rebel. They have your contacts, man. If you haven't followed, go and follow my channel. Get me up to 500 followers. Okay, I'll see you guys later. Ребят, набейте ему фолловеров. Гномы, запускайте ему там это самое. 500 фолловеров. До скольки еще работает метро? Метро еще работает до часу ночи. Но отсюда ты можешь уехать. Ну, отсюда ты можешь уехать еще час. Че, пешком передумываете? А? В туалет хочешь? Туалет на метро есть. Туалет на метро есть, но надо будет за турникет проходить. Либо еще... А? Ты, конечно, пропустишь. Ну, просто пару взглядов. То есть ты, короче, на метро идешь. Я поем в сторону метро и... Ну, метро уже прямо здесь, как бы. Покажи хатика. Ну, покажем хатика ребятам быстро. Около него только порой лагает, сейчас покажу. Какая модель маршалов тебя спрашивают? Какая модель маршалов наушников твоих? А? Ты их покупал прямо здесь, да ведь? Ну да, не новые. Вот вам хатик, ребят. Он уже потрепанный немножечко. Да. У него Major 4. Вот он хатик, смотри, на фоне Shibya кроссинг. На фоне дерева. На фоне всего. На фоне Илюхи.
Люха каваи десне. Три ему нос. Да там, видишь, у нас не так нос стертый, там ковидный нос уже просто жесткий. Не, задник красивый. Задник красивый. Делать фотки. Да нам-то нахера, мы тут не туристы, мы тут живем еще. Мы тут живем и живем и живем и живем. Нам-то что фоткаться? Смотри ему хоть что-то. Опа, тиктоки распавнятся очередные. Да нет, спасибо, что пришел, потому что вдвоем это было бы не так это самое. Так что в самый раз было, да. Я тоже думаю, нет. Клиффорд хороший. Просто, не знаю, какой бы язык всегда и не слышишь, что ли, носитель языка всегда приятно слышать четкое произношение. Потри Илью. Хорошо. Илью могу потереть. Я же зевну. Он уже зевнул. Как тебе Magic 4 по звуку нравится? О, супер. До этого были очень дорогие. Ему супер. Слушай, тут перекрыли дорогу. Видишь, тут машина теоретически не может проехать, если что. Люди ждут все равно. Кто-то ждет, кто-то нет. Что я не понимаю прикола, почему его прикрыли прям так. Посмотрел мои стримы, захотел японку. Интересное желание. Ты должен был захотеть меня. Мои же стримы. Тот чел тоже живет в Японии, но он преподает японский здесь. Он тут... Да. Он здесь, короче, с октября 2021 года. Но у него сейчас некоторые проблемы, потому что скоро у него кончается контракт. И ему надо, чтобы либо кто-то его продлил, либо ему придется уезжать отсюда. То есть он рассказывал тут свою историю, что на учителей английского, ну и английской литературы в частности, здесь очень большая конкуренция. То есть его могут спокойно заменить, и у него сейчас не так все четко с планами на будущее, поэтому, возможно, скоро ему, если не подвернется новая работа, или если его на это не продлят, возможно, ему придется отъезжать. Туалет. Если пойдешь, то я с тобой дойду, да. Только давай небольшой кружочек здесь, да? Ну прям маленький. Ну просто вот прямо и через толпу пройти и все. То есть не больше. Туалет есть, я знаю, на третьей станции. То есть если ты терпишь. Бесплатно, я говорю, я сам пользовался. Бесплатный туалет. Ну как это? Так-то да, кстати. Не, просто в местных комбине туалетов нет, они специально не пускают собаки. Да, но сразу выходишь и там бесплатно. МСК стоит. Мы ему предложили сегодня ехать в МСК. Он говорит, пока что не хочет. Пока что не хочется, но так-то хочется. Хочется, но пока что не хочется. Двоякое ощущение. И хочется, и колется. Так, зонтик я взял, зонтик взял. Ну, вы видишь, меня проебали, то есть ее уронили, наверное, может вместе с курткой, еще как-нибудь. Ребят, пройдемся через променадиком, через центр Шибы. А? Ну, конечно, закрыт. Макдак есть и здесь, кстати. Прям, возможно, там может зайти, да. Здесь туалеты есть повсюду, брат. Это, блядь, Токио, страна бесплатных туалетов. Так что туалетов здесь хватает. Короче, ребят, ищем, кто делает с нами зрительный контакт. Зрительный контакт делаются. Затем вы мне сразу в чат хуярите тупую шутку. Я сразу ее озвучиваю и командной работы делаем. Все понятно? Это же не прям центр. Да скорее это прям центр, брат. Ну, это один из прям центров. Прям центр в Токио большой просто. Как бы Shibya, Синдзюку, Раппонги, блядь, станция Токио, Императорский дворец. Если человек забыл в центре Японии, он увидел это место. Прекрасно. Но мне кажется почему-то, что прям центр это как раз где-то, где станция Токио находится. То есть чуть выше. Если закрыть просто, даже перекресток.
勝負つけようとしてるでしょ、お前。絶対うまくいかない。勝負は多分ね、つかないから。お前。未然に予算管理して。Народу уже не так много, как я думал, кстати. Здесь что-то прям более жиденько. Как же громко, скажите, в этих японских идзакая. То есть мы вроде даже пришли в такое место, где... Ну, это не так громко, как под Мияшита. Под Мияшита просто пиздец. Мы там заглянули с ним, когда тебя не было еще, когда мы тебя искали. Там просто пиздец. Там прям мы только-только зашли, и там просто... Там какой-то чел на гитаре там пел, какая-то херня происходила. То есть там просто невозможно ничего понять, что происходит. Здесь еще поспокойнее, но все равно там... Японцы, я говорю, когда они бухают, когда они хотят... показать, что им весело, они прямо не в себя орут. Просто. Шутку бери на себя, блядь. Получается, я все на себя беру. А вы хули делать будете? Просто смотреть? Даже денег никто не кидает. Так, блядь, это самое, не работает все. А Акихабара отсюда где-то километрах в 10. Да мне... Нет, я на Акихабару не пойду. На Акихабаре ночью делать нечего. Пойдем. У меня сегодня была цель посидеть так немножечко, пообщаться. Посидели, пообщались. Старый Новый год все равно встречать мы не будем с ребятами. Там еще 6 часов ждать. 6 часов я не знаю, что еще делать. Так что как-нибудь сами Старый Новый год встретить. А мы с тобой Старый Новый год по дороге встретим уже через 15 минут. А? Да. Да, еще маленечко прям там откроемся. Крутани сальтуху. Да кинь мне хоть сотку, блядь, кинь, заебал. А то, блядь, партнером стал, вообще деньги улыбать перестал. Как вышел на него? Мы с ним встретились месяцев 8 назад на улице просто. Я на Акихабаре ночью гулял со стримом, у меня было на стриме 5 человек. А он проезжал на велике, тоже со стримом, у него было 4 человека. Он тоже стримливает. Просто познакомились, ну просто вот порой ты видишь коллегу по цеху такой, как-то, оп, здорово. Обменялись инстаграмами, и потом пересекались еще один раз, встретились здесь, на контент-корнере. Потом еще, встреча за встречей, и вот как-то... В принципе, с американцами канадцами больше. Я просто с американкой в Корее на 4 дня просто поздоровался с ней на улице. Здесь сейчас, как видишь, одни иностранцы здесь, то есть какие-то прям все европейские, конечно, все ребята, девчата. Вон какие-то усатые чуваки, не усатые чуваки, какие-то странного вида чуваки. Давай. А. 7 часов дедовички. Посидели. Видишь, он показал парочку этих мне... ну, короче, надо загуглить все тоже себе на Амазоне. Держатель нагрудный для телефона. Попробовать с него с велика постримить. Мне почему-то кажется, что когда телефон будет на груди, будет гораздо меньше тряски, чем на руле просто тряска максимальная. Там сразу любая неровность поверхности сразу ощущается невероятно. А? На плече, мне кажется, не так сейвово, чем на груди. То есть... Да, блядь, то и то дорого, блядь. Я не богатый. Я же говорю, мне денег никто не кидает. Так что заказывать то и то. Да? О, камала. А я даже игнорю. Я просто, когда хожу на стриме и читаю чат, я порой не вижу, что на улице происходит. Да, нам налево. Ну, наша раменная. Она тоже не закрывается. Она вообще работает, по-моему, тоже часов до 2, наверное. Хочешь, спроси. Отсюда идти до туалета, наверное, километра 2. Если до того, который я думаю. Сколько рамен стоит? В зависимости от типа рамена. Тут много раменов разных всяких.
Самый дорогой, который мне нравится, который прямо как Наруто, я беру себе за 1200. Вот здесь. А есть вон всякие разные 900, там, 700, не знаю. Сказали, да, конечно, я сходил. Я думаю, да, конечно, если ты купишь, не? Что-нибудь, нет? Сказали, нет. А, нет? Не, они вот здесь вот прям в самом центре, где вот много людей тусит, то есть они даже в комбине не пускают туалеты, потому что типа тогда их заблюют, просто заплюют. Тебе еще одного подписчика нашел. Кого? Батя твой все-таки вернулся? Нет, привет, Дан. Привет. Это я, твой друг. Здорово. Он тут редко появляется, но порой появляется. Блин, написал, что огнище, так понимаю, значит, что смотрит. Я надеюсь. Че? Ну, он написал, что огнище, я вижу, что значит, что смотрит. В Магните покупаешь рязанский рамен, ничего себе. Как же он игнорирует Пилк? Кого я игнорю? Кто такой Пилк? Я из деревни, я не понимаю. Ты меня оскорбил? Ах, огни большой Шибуи. Сейчас завернем направо и пойдем метров 100 пройдем. И все уже. Будет темно, не будет ни души, будет тихо. Че, Шашин? Шашини мулюху. Мне соточку закинули? А как я не заметил? А на экране появлялась? Сори, спасибо за сотку, получается. Сори, что не заметил. 100 рублей на пилка. Что такое пилк? Спасибо, крепость, кун. Дому орехатоку за мясо. Получается сотку отработал. Найс. Найс. А проебал на алкашку 2000. Сегодня вообще, кстати, удивил, у тебя прям довольно хороший английский. У кого? Я не слышно никогда, как ты долго говоришь на английском. Ну, прям разговор ведешь. Сегодня, честно, отвратительно. Потому что Нет, у меня практики не было вообще долго. Нет, я потому что, типа, ты просто все равно... Нет. У тебя много, типа, просто ошибок на обычном. Ты знаешь, как там... Ну, именно Потому что с непривычки, да. Но вот после 5 дней на съемках кино, когда я общался вот постоянно с Томасом и с ребятами из Лондона, я вот уже прям вот там прям мне самому, я чувствую, что нормально. А вот сегодня я чувствую, что и акцент, и вот это прям каваи. Че, можешь попробовать по заветам Клиффорда просто подойти к девочке и сказать, ты чесай. Она-то, ну, чесай. Я не такой большой просто. В чем у него прикол, может, и работает, но я бы не стал так делать. Не, у него работа, он реально здоровый, ему хуй откажет. У него есть, не знаю, какой-то что-то есть, что его... У него какой-то такой, знаешь, да, именно, как сказать, блядь, не акцент, а именно голос, что ли, такой у него какой-то. Как будто он веселый молочник или с пиваса, там 3 толстяка, толстяк такой. Добро-настойчивый. Добро-настойчивый. Агрессивный маркетолог, короче. Харизма. У меня тоже харизма есть, но это not this kind of харизма, если что. Моя харизма — это токсик демон, если что. Установили сегодня. В этом тоже нету. И там тоже нету. Че, я дарю еще нас. Да? Подойди к парню, скажи, что он чесай. Но если я найду чесай парня, то... Как бы, тут парни, в принципе, моего роста, то есть... Вот когда ты как Клиффорд, сколько? Клиффорд 1,98 м, тогда ты можешь... Вот этот миф, что японцы низкие, это чисто какой-то американский... Не, японки же низкие. Ну, типа, это, в принципе, прикол американский, потому что американцы довольно высокие, и канадцы всякие. По сравнению с нами, среднего роста людьми, они такие же, как в России. Сабон. Я с мамой разговаривал, он сказал, что мой рост 173, 174 плюс-минус. Это вот среднестатистический рост. Ну да, так и есть. Что такое чесай? Чесай — это просто прилагательное, которое означает, что маленькая. Это маленький. То есть, когда он просто сказал, типа, официантке, что она ты маленькая, да, он просто... Не, просто он просто сидит и просто out of context говорит, ты маленькая, блядь. И ты просто либо посмеешься неловко, либо что.
Когда в лифте сказал, типа, что они маленькие, я думал на японском сказать, типа, а я большой, ха-ха-ха, или что-нибудь такое. Ну, пока я формулировал предложение в голове, я решил, что будет не смешно. Нахуй формировать, если там только словосочетание. Не, да я думал, как-то сформулировать смешно просто. Сколько борол, пока думал, уже не смешно. Вон тут берите. Илюха, возьмешь? Что, телефон? 2 телефона. Телефон? Можно, да? Можно взять. Один для себя, один для ребят. У меня есть очень нравится, у меня в кармане. Вот оно. А? Все понятно. Сука, помоги, блин. Не хочу я никому помогать. Нет настроения. Помогите с чем? С сумкой. С пакетом, блин. Ну, хоть и дай, побежать помогать. Да. Давай заебал. Брат, не души меня, пожалуйста. Не хочу я сейчас никому ничего подходить и заебать. У меня когда настроение будет, тогда пойду. Сейчас настроения уже нет. Я иду закругляться. Если секс обломится. Когда идешь за сексом, тогда идешь. Если хочу пойти за сексом, я с собой стрим брать не буду, ребят. Я лучше наверняка действовать буду. То есть, зачем париться и подходить к девушкам знакомиться, когда с камерой это будет неловко и мне, и ей, когда без камеры это будет гораздо проще. И вообще париться не придется даже. Минус зона. Russian Нихонджин? Не знаю, не слыхал. Да ничего мне не договорили такого. Да, господи, успокойся. Дальше бухать будем? Сегодня, скорее всего, нет, мы уже идем в обратную сторону. Как-то. Если бы Клиффорду не надо было домашку школьников проверять, тогда могли бы побольше забухать. Ну, пойдет, получается. На работу? Без нас за сексом. Нет, ну я не знаю, возможно, я хз. Ну, смотри, работает 5 дней в неделю, что ли, или больше? Высокие японки бывают, но в большинстве случаев это 1,5 метра. 80%. Не знаю, по поводу того, завтра у него что будет, не будет, но он, когда я ему написал первый раз, он сказал, что так-то ему надо сегодня проверять работу студентов. Вы что, общаетесь, честно? Вообще нет. Ну, просто мы пересекались, и мы хотели вот встретиться именно, как-то затусить, где-нибудь посидеть, но никак шанса не выпадало. А сегодня просто я искал реально с кем посидеть. У меня было настроение, и я хотел чуть-чуть посидеть за галку, там, за деньги разблокированные, за прочие все дела. А, да, ты же этот партнер. Типа того. Поздравляем, готов. Спасибо. Дай сотку, заебал. Ладно, шучу, это не надо. Я думал, тебе 100 йен отдать, но я собственно когда все это делаешь. Скажи, у японок принято везти к себе домой или домой к ней? Я думаю, принято везти его в отель. Не, почему? И меня же вот Фуми к себе домой привела. Она живет без родителей, многие с родителями. Ну, то, ну если японка уже самостоятельно, то есть, понимаешь, чел, мы уже не в разряде вот этих 16-летних школьников, где вот иди, блядь, спроси за трусы, спроси за курилы, спроси номерок, бля, заебал, иди познакомься. Нам уже, блядь, тут 25+, мы уже в клубе к тридцатнику. И когда ты знакомишься с подобными девушками в таком же возрасте, тут уже все серьезно, они уже живут одни, они уже и могут их все привезти. Мне к себе везти некуда, я живу в кладовке, так еще и стены картонные, понимаешь? Мне к себе везти некуда. Я приводил к себе девушек, так себе выходит. Это еще и нелегально. Стоит торговый автомат. Крепость, я сейчас не хочу ничего покупать. Спасибо за сотку, но в другой раз. Зачем, когда нет желания покупать? Ты заходи на мои стримы почаще и... Там есть что-нибудь? В Лоусоне не знаю. В Лоусоне в этом не знаю. Может быть. Когда вот следующий стрим начнем, или любой другой, когда захочется, вот тогда купим. Тогда твоя сотка придется к месту. Зачем сейчас, когда не хочется просто давиться? А? С парнями еще проще знакомиться. Говорю, вот видишь, мне постоянно сегодня люди махают рукой, потому что, бля, они все бухие. То есть, выходя в пятницу вечером на Шибу и на сидичку куда угодно, где куча бухих молодых, немолодых, кого угодно. Это шанс вот реально простой влиться в компанию с бутылкой там соджу, не соджу, с банкой асахи в разговор, познакомиться, не познакомиться, то есть
Вообще изи. Все потому что максимально добрее сразу. Что ты плачешь? Мне кажется, нужно вообще просто Заебал. японцев, иностранцев. Просто сказать какую-нибудь смешную херню. И все. Тебе кажется, ты пробовал, нет? Нет. Тебе кажется. Все прямо думают, что такой стопин, guys, sorry, I'm lost. I was looking for some friends. Че, в Порзер идем? Нет? А? Стрим. А? Ты слышал каламбур смешной? Нет. Пропустил. Познакомиться, так и есть. Знакомство начинается с каких-то совместных воспоминаний, понимаешь, прям? Совместные воспоминания — это какой-то веселый случай, например. Блять, сорян, я тебя избиваю на фантом. Нет агрессии после алкашки. Японцы, мне кажется, это не те люди, которые агрессируют после алкашки. Я вот все время, когда видел бухих японцев, они все время, да, наоборот, на позитивчике. Мужики добрые были чуваки, которые, когда мы на Хэллоуин пришли, один вдруг был голый. Да, да. Надо команду сделать для бота гачи, чтобы этот клип можно было заспамить. Сорян, ветер разгулялся еще. Такой. Ты когда каждый раз говоришь, что ветер, блядь, фигня, в стриме это и так не слышно. Ну когда как, на самом деле? Нет, слышно, но это не бесит. Шумоподавление работает все-таки. Я просто сейчас даже слышу его. Даже нет. Мы с Ильей познакомились, да, здесь. Я приехал в гестхаус сначала, потом меня переселили в другой гестхаус. И, по-моему, на следующий день я увидел какого-то Десла такого, блядь, странного. Я сразу понял, что он русский, хотя я, не знал наверняка. Но потом я увидел тебя в школе на тесте распределительном. Ну, я тебя видел сначала в общаге. Да, на доске, потом вживую, как ты ушел. Я прекрасно помню, как мы с тобой сидели на тесте, а потом повернулся и сказал: привет. Ну, это же на тесте было, да. Я, видишь, на тесте к Илюхе подкатил. Зубик починил? Да, к сожалению, нет. Я что-то прям жестко прокрастинирую. Да там надо для регистрации аккаунт на Фейсбуке делать или еще какую-то херню. Мне так все впадло. Да, блядь, в этой русской клинике, где русский врач принимает. Ну, как-то же записываться надо на прием. Так я вот хз, почему? Пешком, блядь, это 20 км. 20 км в одну сторону. Ты, блядь, не уебывайся, я хоть на позитиве, но если ты уж не душить, сейчас зонтом уебу тебя по коленке, блядь. Я ставлю тут, до метро не дойдешь. Нет никакого шумодава. Ты просто смотришь на... Твой стакан наполовину пуст, понимаешь? Ты неправильно смотришь на мир, короче. Пропустил все веселье о маке. Ну, сказать веселье. Сегодня все-таки большинство было общения, к сожалению, на английском. То есть, не знаю, кто-то что-то догонял, тот догонял. Я редко переводил, потому что беседа-то идет, и никто не ждет, пока я переведу. Так что да. Нет такой функции одновременного перевода просто по звуку, блядь, и чтобы трансляция на стрим сразу была. Нет. Есть текст-to-speech для, например, чтобы зачитывался... Да, нормально. Но чтобы речь, которая произносится вокруг, сразу переводилась. Что-то какой-то next level. Обзор на каморку был уже? Да, когда меня смотрело 20 человек, был каждый день обзор на каморку. А сейчас что, все? Не показываешь, что каморку? Не хочу. Не знаю. Какая бы она... Нет, моя каморка охуенная, она самая лучшая, там еще елка есть. Просто она все равно будет такая, что кто-то скажет: хуйня, у моего кота, блядь, лоток сортирный больше. И никому не угодишь, поэтому я думаю, а смысл это показывать? Там хоть в пентхаусе я живу, хоть в гараже, хоть в подвале, хоть в кладовке. Нет, не имеет смысла. Димас, ты умный, думаешь, преуспею там. Мне так все женщины в моей жизни говорят. Что ты вот умный, что ты вот троечник, но ты вот умный, ты просто ленивый, что ты вот это все, ты целеустремленный. Что делаешь? Ничего, усваиваю. Ты снимаешь? Сейчас снимаю, брат.
Хорошо, меня люди окружают. Я же тебе говорю только хорошие вещи. Зачем мне говорить вам плохие вещи, которые мне говорят? Но сейчас ветер, правда, прям ебет. Он прям его слышно. Жестко. А всегда тупым говорят, на себе проверял. Так может ты просто умный, ты не шаришь. Обычно говорят, ты говно, но это странно о маке, когда тебе в лицо такое говорят. Мне кажется, ты выдумываешь. Плачу 60 тысяч йен. Да все вместе взятое. Там вывеска упала. Поднимешь? Давай. Дай тюбу. Если уже этим посадят, что ли вы скажете, вот я нашу весь сломал. ВК забойный всегда. Ты что там распространял закладки, что ли? Осуждаемые. Сейчас месяц что-то дешево. Ну, блять, потому что. Не самый дорогой вариант. Ну, Я хотел рассказать, вы еще скейтер напомню. 11 квадратных метров еще. Я видел скейтера, валяющегося на дороге? Я шел когда сегодня в школу, на дороге валялся чувак. Я же, блядь, езду на Не, метро. мало ли, вдруг там приезжал. Короче, там валялся чувак, скейтер. Просто лежит как будто он упал и умер. Просто лежит на дороге. Скейт и телефон рядом. И никто, все игнорируют. Выглядит так, как будто, знаешь, реально упал скейт и типа не встает. Это прям не по-японски мне. Да, я помню, с велика упал, у меня сразу 4, блядь, 4 разные семьи, мне купили антисептик, мне купили салфетки, блядь. Мне купили воду тогда. Я был тупо в деревне. Мимо, просто выглядит, когда подходишь близко, он, наверное, спит, потому что у него руки в карманах и кепка на лицо вот так вот спит. Я не спорю, о маке, ты у меня топ-донатор. Почему так странно? То есть он прям телефон валяется его рядом. Не знаю. Когда алкаши тут валяются по паркам, после пьянок у них тоже и кошельки, и телефоны валяются тоже рядышком. В целом это выглядело как реально место преступления. Так что, не знаю. Какой окраине снимаем, брат? Мы только что из центра Токио идем, и сейчас пешком дойдем ко мне домой за час. 5 километров от центра, брат. По сути, в рамках Токио я все еще в центре живу. Просто жилплощадь маленькая, это шерхаус. То есть это не полноценная аренда помещения, это как такой туристический вариант. Еще даже можно на дорогу месяц. Туалет уже здесь метров через 100. Дойдем. Ну, идем полностью. А куда он? С наступающим. Да, ребят, с наступающим вас. У нас уже старый Новый год наступил. У нас уже 4 минуты. Да. Еще гад. Старый Новый год. Есть ли он вообще в японском? Я буду снимать квартиру, но я снимать квартиру буду, когда колледж выберу. Потому что каждый раз, когда снимаешь жилье, надо платить невозвращаемый депозит тому, кто тебе ее дает в аренду. Если, блядь, прыгать с места на место, тогда ты разоришься очень быстро. Когда определюсь с колледжем, где я буду жить после языковой школы, тогда квартиру сразу съеду. Сейчас смысла не вижу. Потому что найти квартиру несложно. Просто какой смысл? Меня сейчас вполне себе устраивает то место, где я живу. Интернет хороший, кондиционер есть, вся бытовая техника есть. Если в квартиру съезжать, то в квартире не будет нихуя. Ни стиральной машинки, ни микроволновки, ни холодильника. Будет только кондиционер. Нужно будет все полноценно поднимать, а потом еще окажется, что у меня, колледж будет в другой части города. А переезд здесь как это... Ну, короче, брат, нет. Сейчас просто нет смысла рыпаться лишний раз. Что мысли есть, но пока рано еще. Знаю ли я японский? Да, знаю. Можно поговорить по-японски. Но я сейчас не настроен. Короче, здорово, кипарис. Ты пропустил все Бухалово, если что. Я знаю, что у вас только 6 часов вечера в Москве, и вот вы только закончили работать, а мы уже закончили бухать. Что поделаешь, у меня уже полночь. Не жалко с друганом прощаться? Да кто же с ним прощается, никуда он не денется. Если он только в японскую деревню не съебется от миграции. Друган будет на районе. Мы же так с ним ни в одной кровати сидим. Учиться в языковой школе? Не знаю, брат, а тебе в целом учиться сложно, нет? Как тебе дается зубрежка там и прочее?
Личное дело каждого. Когда есть мотивация, когда тебе интересно, например, вот N5 и N4, вот первые полгода, которые ты учишься в языковой школе, если у тебя есть интерес какой-то к аниме остаточный или к прочему, учишься очень легко, потому что ты все очень быстро понимаешь, и все логично и просто. Затем начинаются усложнения, и начинается душка ебаная, болото начинается, тягомотина. Тогда прям пропадает любовь к японскому, и остается только необходимость. А там вот прям туалет прям рядом будет сразу сейчас, за углом. Только начал бухать. Ну вот, а мы уж кончили. Но мы только всего лишь по 3 кружки бахнули. Всего лишь 3 кружки. По-моему, 3. Ну или 4, не помню. Конец стрима, ну, последние минут 40 идут сейчас, да. Не знаю. Ну, я думал, сегодня, может, достримить допоздна, но что-то ветер разгулялся, да и к тому же я не знаю, что делать реально, куда идти еще. Поэтому сейчас, может, лягу скоро и завтра подрубим. И ничего в холодильнике не осталось сейчас уже. Еды нет, ничего нет. Да дойти-то мы можем. Да хер его знает. Что такое? Да я пару дней как будто бы умирал вообще. Где Илюха снимает? Так я же говорю, мы в одном шерхаусе живем. Вот туалет. Мы с ним в одном шерхаусе живем. Я просто на первом этаже, он на втором. Если ты дропнешь языковую визу, языковую школу, то тебя сразу депортируют, потому что языковая школа является гарантом твоего нахождения здесь. Если ты будешь прогуливать, если ты просто пропадешь, они сразу подадут документы в миграцию и скажут, что они теперь за тебя не отвечают. И сразу будет ордер на твою нахуй депортацию. Поэтому если у тебя нет какой-то работы или другого места, которое тебе визу предоставят, то ничего дропать тебе не надо. Аниме-фантазия испарилась. Нет, аниме-фантазия у меня на месте, брат. Видишь, я стримлю. И энтузиазм у меня полные штаны. Но вот именно любовь к японскому языку пропадает, потому что он душный. Лоло, почекай воды и жди других стримов. Сейчас далеко не лучшая погода. Как видишь, реально очень сильно ветер гуляет. Потом уже ночь. Сейчас вообще ничего уже не происходит. Ну, только если на опять в центр возвращаться. Ну, смысла мало вообще. Был Little Mac? Да, не то чтобы Little. Такое себе здание полноценное. Самому делать как турист. Смотри, сколько стоит виза. Знаешь, сколько ты денег потратишь как турист, братик? Как турист ты потратишь, блядь, очень много денег. И сколько ты тут проживешь? 2 недели. Какая-то виза. Ну, короче, не знаю, брат. По поводу туристических моментов не ко мне. Песня DimanJapan про Редога. Получается так. Фонарь вон моргает. Блин, Илюх, там что, плохо что стало? Мак не 24 часа. Не все маки, то есть некоторые 24 часа, но вот этот, видишь, он такой локальный получается. Мы уже от центра отошли, наверное, километра на 2. И этот Макдак вот на станции. Это 3-я станция или 4-я станция по нашей ветке? Вот номер должен быть. 3-я станция. Видишь, линия Инакашира, ИН. Станция номер 3. Шибу это станция 1. 2-я станция, по-моему, это и какая-то на И. Тут написано должно быть. Вот она линия идет, видишь. Шибуя, 2-я Шинсен, 3-я Камабата Таданемая, Икеноэ, Шимикитазава 5-я. Мы живем вот с Илюхой между Шиндайтой и Хигачи Мацубарой. Короче, тут уже такая локальная ветка. Она уходит от центра, так немножечко дальше вдаль. Инакашира. И здесь локальный Макдак, который, видишь, ну, не работает он на 24 на 7. Я бы не поехал в Японию как турист. Я хотел в Японию приехать сразу намного. Поэтому я приехал намного. Как турист это очень дорого. Да, я тоже разгоняю, постой. Только далеко не уходи, потому что... Я боюсь, я не буду стоять, наверное, на столе. Я здесь постою. Окей, я постою здесь. Hello. Что, как дела у вас, ребята? Сейчас я разберусь с камерой.
Блин. Сложно, как и сложно палку у Димы. Как дела? Привет, красавчик. Привет, красавчик. Как там, что там говорил этот? Господи, как его зовут? Киану Ривз. Your breathtaking. Что-то такое. Короче, привет. Здесь свет мигает. Очень страшно. Сейчас, может, лучше знать. Здесь фонарь. Теплым смотри, он страшно мигает. Как-то я не расстроен, все в порядке. В этот раз все в порядке. Дима не токсичный, и я не расстроен. Как я приехал в Японию, так же, как и Дима, я просто нашел... Вот, видите, страшно мигает фонарик. Точно так же, как Дима, просто нашел чуваков, которые привозят людей сюда, в школу. Тут он идет. Все, короче, даже так же я приехал. Палка сложная довольно. Да, сражайся с твоей палкой. Я просто ставлю, что там. Держи свою штуку. Здесь так фонарик, атмосфера мигает. Думаешь? Да. Ты стримы снимаешь? Илюха только на OnlyFans бахает. Да. Подписывайтесь на мой канал. Видишь, вот что с телефоном происходит? Да, я уже заметил. Четверть экрана просто, блядь, черт. Дима подобрел чутка? Да не, нихера. Надо что-нибудь взвесить, но вряд ли. Расстроен ли? Я сказал, ты не токсичный, я не расстроен. Чё? Не помыл руки. Нормально, рука, которая не помыла, она вас не держит. Вас держит чистая. Ну, ты святой водой. Почему ты, Илья, в конспектах пишешь по-английски? Кстати, ничего себе, какие заметки. Это Скай, ты что, на Инстаграм Илюхи подписано, что ли? Или где ты там его конспекты видишь? Ну, в стриме показываю. Ничего себе, какие вы... Я привык просто. Это прям, это какой-то задрот. Просто привычка. Походу, Скай влюбилась в Илюху, просто получается. Долго существование... Чего я держал в секрете существования? Ильи? Ты просто редко на моих стримах появляешься. Ты не знаешь лора. Может, действительно, меня убедил твой этот друг Клифф. Я буду стримить. Ты не будешь. Назову себя ЯпонияJapan. Пожалуйста. Ты просто не сможешь. Я боюсь, что мне даже не надоест. У тебя не получится. Ты не такой человек, мне кажется, просто. Трудно сказать, но... Если Даже у меня порой руки опускаются, потому что я... Нет, с рисованием же справился. Я тоже очень долго не мог начать, потому что... Ты сейчас рисуешь? Сейчас у меня пауза. И пауза, вот и все, блядь. Это, конечно, пауза в стримах будет. Знаешь, тут надо постоянно этой хуйней заниматься. Если я паузу сделаю такую, то тебя люди все просто забудут, и все. Я же сделал паузу, мы же клиенты ушли. Все. Это, мне кажется, Я не то, что прям сильно болел, но мне было плохо, но я к врачу не обращался. Пару раз у меня температура была. Здесь? Да. Но она такая была, 37 с хером. У меня с собой очень много лекарств из России, поэтому я ими лечился. Просто немножко странно. Ты на вопрос так и не ответил. Почему на английском пишешь в Я контракт? сказал, привычка. Привычка? Я всегда писал на английском. Здесь я не говорю. Как-то начал просто писать еще в детстве и продолжил писать до сегодняшнего. Огней стало меньше на Шибу потихонечку. Темнеет все там. Такая у нас. Сука, зонт ебаный, блин. Воткнуть поперек надо. Кто это? Кто нас несет? Кто нас несут? Да это я вас несу, успокойся. Speak English. We all speak English. Haven't you noticed? Как noticed? Noticed. When we speak for last like 3 hours. So. Видишь, зонтиком проткнул себя насквозь, видишь, тень. Просто кошмар. Что на стриме было? Ну, мы сидели в ИДЗК, бухали, общались с канадцем. Прикольно пообщались. Он нам сказал секрет, как пикапить любых девочек в Японии, не в Японии, поэтому те, кто скипнул, там было целых 3-4 совета. Сам буду пробовать, ребят. Сначала без стрима попробую, если получится. Тогда да. Мне кажется, дал столько советов, это просто омега советы были все. Мне Клиффорд понравился. Очень много будет 500. Я не сомневаюсь, что его советы работают для него. Для него, да. Это хорошая формулировка, согласен. Да. Для него, наверное, работает. Спасибо за твои добрые намерения, чуп-чуп-соси, но как бы... Ладно, нечего тебе ответить.
какую страну хотел бы сейчас сгонять? Хотел бы сгонять в отпуск в Новую Зеландию. Жить, кроме как здесь, пока нигде не хочется. Да, да. Но я и до этого хотел в Новую Зеландию. Но тут чисто на отпуск. Она еще даже не приехала. Тусит там в деревне. Ну, сливается, понимаешь. Все уже филиппинцы учатся. Здорово. Здорово, Аминак. На этом месте ушел работать. Ну, отмотаешь, вот остается. Там ничего такого мы не договорили. Мы до такого не допились, как бы. Так что все было, в принципе, ровненько. Ничего, пообщались. Тут. Ты еще обратно находишь все. Где-то, которую заказывают, ну так просто качаешь ее, да. Не, у Осака вряд ли это будет на стриме, я не знаю. Я не знаю даже как вот Роб Сиди, который кувыркался там в другие страны. Ну, тут-то у меня одни операторы связи. Если я приеду в другую страну, какие у меня там будут операторы связи? Ну, конечно, можно все найти, но... Не, ребят, тут в Токио можно всю жизнь снимать, надо просто не по одним и тем же улочкам пустым ходить, а на ивенты передвигаться. Постоянно какие-то ивенты есть, мне надо больше чуть сказать. У меня вот онлайн вырос, надо как-то больше внимания тоже уделять. Вот девочка вас там водила по автоивентам и по прочей херне. Вот типа такой чушь. Ты еще не видел ни аниме-мена, ни Конора, никого из них больших. Кто их вообще видел? Они в основном... Они веткой выходят на улицу именно. Из-за того, что я подписался на твой канал на ютубе недавно, мне начали рекомендовать их стрим какие-то. За что ты пиздишь 2К, 3К? Не было там 2К никаких никогда, блядь. Пиздобол. Сказочник, блядь. Было. Пиздобол. Не было. Что тебе вообще пишут? Чего хорошего, они опять меня начинают триггерить. Банворда хуярит мне в чат. Драться! Какого хуя вообще происходит? Не знаю, не понимаю, что вы там все время находите в этом. Это-то далеко. Я никогда не был этим самым. Так что забей. Тут есть много людей, которые показывают, в принципе, одну и ту же Японию с тех разных сторон. И когда так много предложений тут, я бы сам лично смотрел, не знаю. Короче, забей, не буду. Мы зареклись 4 месяца назад не ныть по поводу других стримеров, поэтому мы не будем ныть по поводу других стримеров. У тебя все вроде хорошо идет. У меня все хорошо, я не спорю. Это вот ковидная дистанция на зонте. Чтобы ты не подходил слишком близко. Да, а у меня вот никого нет. Я не жалуюсь. Пошел до Твича. Скоро она съебется, я один останусь. Хотя с такими донатами она может 24/7 сюда возвращаться, блядь, на стрим приехать, обратно уехать. Так, ладно, забей. Так, модерация. Ну вот за такие сообщения, как вот этот вот факт 0414 хуярит, я бы уже мут кидал. Это уже, блядь, провокация в мой адрес. На этом стриме, блядь, только я the best. Все остальные идут нахуй. Будешь пиариться и ебашить. Она пиарится и ебашит? Кого она ебашит на стриме? Поясни. Брат, что ты несешь? Мне миграция сказала. Казиныч деньги приходят. Ну вот, надо на Казиныч набрать себе тоже денег, чтобы можно было не париться за подработку. Тень бубцов.
Да никто из вас этих бубсов не видел. Заебали, у меня такое настроение хорошее было. Чего вы меня опять в эту, блядь, в это болото, блядь, обсуждение девочек спустили на. Да как я могу? У меня стрим строится на общении с ними, а они заебали пиздить меня. Че у тебя здесь? Бухать пойти? Пойдем. Пойдем до каникул, сделаем прививки и получим скидку от государства на поездки, пойдем на какая-то или еще куда-нибудь. Да можно и без этого поехать. Ну, что, я хочу скидку. Ну иди делай. Пойдешь? Не хочешь в Файзер? От два Файзера. Внешка соприте, ну вот иди смотри, ее воду-то заебал, хуй ты меня торчишь, блядь. Слышишь? Слышишь, что драгиришь, блядь, заебал. Может, я говорил, что после того, как я один раз посмотрел, какой зовут? Уже неплохо. Я знаю. Амаран. Чё-то, блядь, заебали вы все, сейчас софт нахуй, чё вы тут, с одной стороны это, с другой стороны Амарин. Чё ты ходишь за Амаран спросить, блядь? Амаран в Японию прилетает или чё? Она не стримит, иди воду смотри. Подписчиков присылать ей фотки, она говорила, типа, смэш или не смэш. Ну вот смэш, не смэш. Не надо мне, чел, ну что ты... Бля, Илюх, ты заебал, я понял, почему у тебя прозвище токийский душнило, бля. Потому что ты душишь, нахуй. Я нет, токийский бриз легкий, блядь, а ты задушнил. Где адекватные люди в чате? Почему вы позволили захватить, блядь, чат каким-то иждивенцам, блядь? Первый раз их вижу. Блядь, иди ты нахуй, слышь? Просто иди нахуй. Я хочу напрягаться, я напрягаю свои булки. Мой стрим, что хочу, что делаю. Я тут. Ну вот, блядь, вытяните их отсюда. Забулили меня. Они меня не булят, они меня провоцируют. Я сейчас просто начну говном плевать их подряд и все. Я ж токсик, ёпт. Я ж сейчас начну свою позицию качать. Ничего хорошего это не будет. Я же в интернетах. Релакс, бро. Да я на релаксе. Я пассив-агрессив. Но драма. Этого и добиваются. А я добиваюсь, чтобы хотя бы один модер, блядь, уже забанил кого-нибудь. Но модерации нахуй нету просто. Давай забаним всех, я что же могу. Ты без работы, видишь, ты хуй ты не работаешь, модер. Где твой телефон? Все подписчики чат. Только с маленьком. За галочкой. Ты знаешь японский анекдот? Их нет. Я спрашивал Мома, она такая, типа, я не знаю, мы загуглили, и там есть только, блин, каламбуры. Меня продинамили с работы, где надо было, предложение было, это на конторы, на стендап идти. Да, Заигнорили собаки. Зато прислали новое предложение от Хонды. Что, сидеть в машине, говорит, как классно. Да, сидеть в машине, это будет тест, типа, искусственного интеллекта для машины. Не страшно. Будешь писать? Похуй. За 2 часа платить как бы 10 тысяч. Понимаете, как. Так что. Единственная фигня то, что, блин, все это в учебное время. Да, ничего. Ты же уже. Это уже Новый год. За пиво смелый. Я по жизни смелый, не заебал. Пиво это просто предлог. 0 пива было выпито сегодня вообще. А эти джинджер-эли их так сильно хайболы разбавляют. Там один только вискарь, да и содовая там. Ой, блядь. Один лед, ну и содовая. Главное, Гарри Поттера не смотри. Почему? Японского-то можно. Ты не заходишь на Netflix? Нет. Netflix сейчас рекламирует Гарри Поттера все. На японском. Я посмотрел. В русском посольстве есть работа. В русском посольстве есть работа, да, не для нашего, блядь, брата, как бы. Пойдем. Записываться можно, мне кажется, даже детинку не нужно, ты можешь в электрон записаться. Ты записывался через интернет? Конечно. Просто через сайт, без звонков, без всего. На эту доверенность я просто записался через интернет. Да, какая-то застройка. Что-то строит. Не знаю, что. Вот там все выровнено, сровнено, экскаваторы там внутри. Да не, поэтому Амаки модерку не дарю, потому что... Ладно.
чел тебе в личку пишет про то, что девочки-стримеры охуенные или что? Что пишут? Постоянно реклама тебе пишет. Не, на других стримерах, когда люди упоминают меня, там просто сразу люди в бан улетают. А у меня модеры добрые, тут другие стримеры в чате, имена других стримеров летают. 0 банов. Илюха, злодей просто. Не триггерись. Куда мы путь держим? Мы идем домой. У меня сегодня уже нет настроения с вами куда-то идти. Мы с вами уже посидели, побухали. Где мы были радостны, и можете стрим пересмотреть, если кто опоздал. Все тебя бить, да, ну, знаешь, это легко триггернуть. Эти разговоры одни и те же, блядь, одни и те же. Я и так стараюсь жизнь разнообразить, блядь, чтобы каждый день что-то новое происходило. А они все, блядь, в одно. Все в одно, блядь. Там дедушка с тобой разговаривает. А я тоже сам с собой разговариваю. Я порой тоже без стрима сам с собой разговариваю. Мужики не выберут. Я был в супермаркете и что-то там говорил, так это не нужно, это не нужно. В рейде тоже никаких банов не будет. Не нужно никого рейдить. Кто тебе такой сказал? Так я не говорю, типа, что ты виноват. Просто рекомендую присмотреть вот. Ничего страшного. Дим, я в чате не видел уже, наверное, месяца 2. А, тебе этот чел пишет на маке? Понятно. Звезд, кстати, смотрю. Чё? Довольно много звезд. Да. Я свои сообщения игнорю, как я могу тебя игнорить, братик? Стример DimanJapan, конченый мракобес, ребят. Пересекался с ним, пытается выглядеть, как будто бы он, блядь, какой-то интеллектуал, джентльмен, но на самом деле ебаный душнило. Просто ЧСВшная мразь. Вот реально, пару раз видел, хотел, типа, на стриме подсосаться, как будто я такой, знаешь, типа фанат, типа я тоже в Токио живу, и как будто бы хотелось заколабиться, но так чисто, вот у тебя зрители есть из Токио, тоже я вот, братик, смотрю тебя, мне интересно. А он такая ЧСВшная мразь просто, блядь, толкнул меня, нахуй, говорит, нет. В кадр собака не вылазит, блядь. Просто конченый уебан. Честно. Вот своей репутации, как бы отвечаю, вот быдло, вот если быдло, вот его, говорит, называют, это просто, как бы, вот мое мнение о нем. Хорошо, больно так сделал, да? Просто, блядь, оправдывай свою репутацию. Так что без удивления. Че, мы в магазин за едой зайдем? Я бы... Не знаю, может быть. Ну, у нас там куча этих самых комбин. Так другие ничего уже не работает. DimanJapan. Не, так-то я могу себя переименовать. Не, знаешь, когда я стану прям... Если я достримлю до какой-нибудь популярности, очевиднейшей, неочевиднейшей, я думаю, ник поменять. Бедлан будет тяжело транскрибировать. Не, я не буду Бедлан. Я хочу убрать вообще Japan из ника. Ну, Japan, это, знаешь, это чисто для разгоночки был. Не знаю. Могут потом не понять, на кого не подписано. Да поебать вообще. Что не забудется. Да, кого тут терять? Тех 5 человек, которые меня смотрят. Все, убежали. Посмотрим, домов смотреть на плитку, это не сделано. Вот если бы ты сейчас себя увидел, не знаю, как начинал все это, ты бы сказал, вот это да. Не. Блять, а вот ты не приближаешься, ты с зонтом, ты не понимаешь? Так это специально, что ты не смотрел, блядь. Пацаны, ребят, у меня зонт, тут Илюху ограничивает, он все лезет ко мне и лезет, сука, зонт даже не ставлю. Почему сады домов туалетная плитка отделана? Не все же. Эти вон просто побелкой обхуярены, гипсокартоном чем-то. Так что плитка это еще элитная, мне кажется. Покажи друга. Пока еще друг. Ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви. Что-то даже на шамокете вообще никого нет.
Она долго работает. Она, по-моему, еще 24 хуярит. Сегодня ночью очень тепло. Сейчас идем без шапок, без всего. То есть сегодня прям ночью больше 10. Да. Это первая ночь в этом году такая теплая. До этого были все не больше 5 градусов. Это прям субаращи. Он пол-первой ночи, тут хотя бы немножко людей ходит. Они потерялись. Каваид еще. В масках много людей. Так-то да, но не по приколу. Барьер. Ну, языковой барьер, языковому барьеру рознь, брат, нормально все. Чтобы тебе прям начал мешать сильный языковой барьер, надо еще постараться. Ты в него врезаешь, знаешь, не сразу. Пока ты здесь какой-то студент, там, турист или прочее, тебе вообще плевать. Пойдем налево. Зачем залазить наверх? Я недавно был на... Певцы какие-то там музыкальные поют. Здесь было какое-то, как это называется, когда люди в лес идут играть, там и так далее, рыцари. Не, он что-то продавал, я тоже его видел. А там прям стояло, там один человек где-то был, а я недавно был, там было написано типа какая-то РПГ, и там стоял рыцарь, какие-то клеи, какой-то монах. Еще раз. Я фотки не стал, потому что здесь. Ну, видишь, вот Алотс, он, например, тот же самый канадец, с которым мы сегодня выпивали. Он как раз таки в Китае, и в Таиланде, и во Вьетнам мог поехать. Просто потому, что, видишь, лицензированный преподаватель. Может быть, это способ? Попробуй, посмотри. Может ты стать лицензированным педагогом каким-нибудь английского языка, например. Как вариант. Ветер на тебе. Кайф ушам. Ничего страшного. Не завернут. Какой он американец? Он не американец, он канадец. Во-вторых, я не знаю, хотя бы он по стипендии сразу преподает и живет, получает деньги. А если ты хочешь своими силами путешествовать, то это тебе в копеечку обойдется такую немаленькую. Без визы нельзя. Ну, в Японию точно нельзя. Такая вот страна уж. Нет, татуха у него, я не знаю, индийец там или не индийец, что-то native American. Получается, индейец. У них там какая-то сложная тема с тотемами, с кольцами. Все отличается. Я единственное, еще обратил внимание, что у него на татуировке 3 кольца, это линии пересеченные. То есть как будто бы я спросил его как про чертили. кольцо, потому что я, конечно, мало разбираюсь, но они там что-то дают, какие-то кольца, которые, собственно, символизируют. Скажешь, у них нет колец. Вот это что. Знаю я еще один ритуал, когда ты даришь кольца, обмениваешься. Да так. Языческая хрень. Ничего не знаю. Библейская история. Сын колец тоже еще. Химиков, физиков, биологов. Ну ты понимаешь, химик, физик, биолог, а ты сможешь на их языке преподавать химию, свою физику, биологию? На То есть, на любом другом. Кажется, да, ну, ты же не будешь на русском преподавать за рубежом.
химия. То есть, допустим, ты эксперт биологии, а сможешь ты все эти термины и прочую чушь? Ты хочешь пойти направо, что ли, или что? Ну, пойдем так. Может быть, и нужны, а вот тут очень много людей приезжают учиться на PhD, на доктора наук. А зачем нам к Шиндайте, если нам в другую сторону дома идти? Пойдем уж прямо, блядь. Зачем нам Шиндай? Тут зачем? Пойдем прямо, заебал. Мы как раз выйдем прямо между магазами выйдем. Нет, мы выйдем там между магазами. Нет, мы выйдем здесь между магазами. Чего нет? Мы выйдем просто в середину здесь. Ну пойдем в Шиндай. Просто выйдем там. На доктора наук можно приехать учиться, да. Но преподавать ты здесь без языка, без какого-то, ну, не будешь. А сможешь ты свои знания биологии невероятные на другой язык перенести, это другой вопрос уже. 40 градусов. Восклицательный знак погоды в чат. 11 градусов. 11 градусов, он говорит, Илюха. Сегодня очень тепло. Почему Илюха просто про метро? Потому что у нас рядом со станцией метро магазина. Больше на велике не ездил. Вот сейчас куплю новое крепление для груди, для телефона. Тогда буду ездить. Буду ездить, музыку слушать, а вас не буду слушать. Буду тупо кайфовать, короче. Наконец-то буду стримить опять в кайф для себя. Давно уже хочется на велик сесть. Что, не планируешь? Поездки грандиозные. Храмы, там, леса с пауками и так далее. Не знаю, стрёмно все это. Стрёмно сейчас далеко ехать, когда осознал, что велик может сломаться на полпути в самой дальней точке, и потом ты, блядь, зависнешь там просто. Напиши, знаешь, что там за... Да лень! Так лень! Ты думаешь, я с Вовой не могу разговаривать? Блядь, я сам могу спросить. Так разбираться-то нехуй придется мне, ты же Вову спросишь. Что, блин, глухой телефон будем играть? Вот ЗК уже были, да, мы уже набухались. Даже день рождения скоро. Я могу что-то купить. Но... Ты же закончил? Да, фактически. Завтра, послезавтра буду завершать. Чем нагреваются кондиционерами? Как называется кондиционер? Данбоу температура? Да, просто отопление. Отопление. И тоже не помню, как кондиционер. Рейбоу. Рейбл? Только, да, только проходили что-то Данбоу, Рейбоу. Я уже забыл. Да, можешь пересмотреть, на самом деле много интересных разговоров было, прикольных. Было забавно. Интересно. Так-то поинтенсивнее, чем то, что сейчас происходит. Рейдзоку. Рейдзоку — это холодильник, братик. Это не то. Я по этой дороге никогда раньше не ходил. Хорошо. Ну почти, да. Холодильник, кондиционер, рейзоку там, не рейзоку. Дидоханбайки, да. Практика английского. Базару нет, можем повторить. Не, меня этот чел еще звал на фудзе с ним залезть, но я как раз таки за неделю до этого на фудзе залазил. Меня уже... Не, он потом с другим знакомым японцем качком залазил. Блин, ему тяжело, наверное, все массивный уровень. Ну, каждый же может поднять свою массу, чё. Не знаю. Я думаю, возможно. Японцы ночью не гуляют, почему? Он сейчас вся Шибя гуляет. Сейчас же вечер пятницы. Там миллиард людей. Просто мы-то в спальных районах тут. Все спят. Без цакани, брат. Ты 5-й раз пишет за цакани. Если тебя заебали мои цакани, то нахуй либов не звук, либов не этот стрим. Ну, блядь, цакаю я и цакаю. Я себя не контролирую. Без цакани. Слышь, ты, бля, вот меня выморозил уже, нахуй. Я один раз тебя заигнорил, второй раз заигнорил.
Ты, блядь, хочешь аниме-конфликт или что? Ну что, ты хочешь, чтобы я вот сейчас орал на тебя вот среди кварталов, где все люди спят, нахуй? Цаканье. Сейчас специально цакать буду, блядь, 15 тысяч раз больше, блядь. Ну, мракобес, блядь, вот, сука, вот кто захочет доебаться, тот доебется, блядь. Поори, блядь. Я сейчас тебя просто офну, что-нибудь поори, нахуй. Шутник, блядь. Без цаканья по возможности. Контент ему нужен. Я, блядь, что тебе, нахуй? Телеканал Культура. Контент буду доставлять ему, нахуй. Человек сидит и улыбается. Да, конечно, блядь, доебался до цаканья, нахуй. Бупсы ему подавай. Сейчас тебе модер в личку скинет бупсы. Потому что, блядь, без лички ты уже общаться не сможешь. Да, ты на цаканье. Да я уже не знаю. Нужны тебе зрелые. Давай я сам разберусь. Мне вот такие зрелые, как ты, не нужны. Понимаешь? Мне нормальные нужны зрелые. Вот, которые вот меня, блядь, душат, и других тут душат, и которые сегодня с моими модерами конфликтовали. Нахуй такие мне не нужны. Мне вот эти ваши 2К онлайна, которые будут, блядь, мне спамить какую-то хуйню в чат, нахуй не сдались. Не надо. Мы своими методами зрелов набираем, и я, по крайней мере, в их адекватности уверен. У меня либо умнички сидят, вообще не пиздят, либо те, кто пиздят, они, блядь, псевдоинтеллектуалы, похлеще, чем я. А все остальные здесь, как бы, спамить донаты. Да, конечно, блядь, такие вот, как ты, донаты и спамят. Угу. Когда такой у мамки, блядь, из кошелька сотку своруют. Как иначе-то. Донатер. У меня он на Динамаке всех окупает. Что-нибудь надо? Я бы взял себе чаек какой-нибудь, что-нибудь попить. Тут, да? Ну, в комнате. Булочку еще возьму. Ну, глянем. Сейчас уже просто поздно, сейчас 7 все, я лягу спать. Так и есть. Что ты в коробку переехал? У тебя ванна больше, чем у меня, блядь, дом. Какая коробка? Кого ты обманываешь? Все твои сообщения сегодняшние заскринили, чел. Какая коробка, блядь. Коробка из-под сауны размером с этот Family Mart. Или что? Интеллектуалы. Да. Ты думаешь, тут в чате боты, которые просто не общаются? Нет. Это умнички. Я бот. Вон Нори бот. Нори бот. Фух. Ну вот и что, вот замечательно, братик, вообще красавчик. Он куртку в комбине продают за 7 тысяч, между прочим. Люблю. Просто душат агрессивное меньшинство, понимаешь? Бекон и чиз. Блин тупо невесомый. Такое. Стоит ли вообще хоть что-то есть?
Что-то непонятно. Русских магазинов здесь, ну, мало очень. Там, штуки 3-4, наверное, из Токио. Они в основном какую-нибудь чушь подают. Типа сырков там, Александрова. Фасоль Хайнс, ну, Хайнс в продукции продается. Кетчуп видел. Фасоль, наверное, тоже есть. Не уверен. Под вечер дело дешевеет. Ну, она дешевеет, когда у нее срок годности истекает. Значит, остального не уверен. Как будто бы я ничего из этого и не хочу даже. Вот дошек нет, нет желания дошек плахать. Просто взять булочку, которую с чайком я растоплю. Ну, пускай вот эта пицца будет, пофиг вообще. Картошки. Да я вот думал какой-нибудь бенто из картошки взять, но нету бенто из картошки, к сожалению. Только чушь всякая осталась. Картошка вот, блядь. Как тебе такое, нахуй? Картошка, нахуй. 180 йен за 3 штучки. Знаешь, покушать. Знаешь, в Японии хватает что покушать здесь. Очень развит институт этой именно готовой еды. То есть не в этом магазине, так в другом. Может найтись очень много всякого разного. Гречку нашел? Нет, гречку нет. Гречку нет. Я думаю, просто еще в волосы сотку зайти. Так. Можешь кинуть мне рюкзак? Или не снимать? 90 рублей. Вы чем считали? Там 120 йен. Это 65 рублей. $100. А, вы про картошку, наверное? А, про картошку. Ну, картошка, да это же в комбине был, но в комбине картошку надо брать. Вот даже здесь вот Лоусон соточки, она как раз дешевле будет картошка. Сейчас посмотрим. Тут уже картошка продается. Вон, 108 йен за 4 картошки. Видишь, 108 йен за 4 картошки уже. Просто надо знать, где покупать, понимаешь, тут разброс невероятный по ценам в магазинах. Ну, подожди, ну ты вот не мешаешь быстрее. Тут мандарины есть. Микан. 3 до 2. Мне просто как-то вот хранение такое на улице меня смущает, прям, если честно. Ну, не знаю. С кем-то, но я же не один бухал. Стrawberry ролл кейки. Да, вот, не знаю. Что ты бы хотел, вот, понимать бы. Что за чушь, ты знаешь, нет? Ладно, пошли. Нафиг. Клубнички там продаются. 538. Подешевели, кстати. А? Ну, обычная сливочная булка, короче. Пон-пон. Не, картошку дешевле всех брать в этом, на самом деле. В Гему, по-моему. В Гему самые дешевые овощи. То есть там картошки может взять еще даже больше и поменьше цене. Тут видишь. Короче, цена в комбине, она всегда очень дорогая. Комбини же это магазины, которые вот именно круглосуточные. Но они чуть дороже. Где-то даже не чуть.
периодически супер. Если Ну вот постоянно, то ты бентов в комбине стоит вот 500-600. Вот в супермаркетах ты их 2 раза если дешевле ты там покупаешь. покупаешь раз в неделю, такой супер, а если начинаешь покупать постоянно, то замечаешь, что сильно вырастает. Ну да, раз в неделю, если ты ночью вышел, тебе жрать захотелось, то вот комбине для тебя. Но если ты на ежедневной основе хочешь тариться, то нет, на супермаркетах. Фу. Кого? Северная луна. Ну чё, маленькие мои душнилки, закругляться будем потихонечку. Мы сейчас с Илюхой в душ. Затем там все дела, в общем. Да, ца. Потом в кровать, ну да. В общем, у нас все будет по фэншую, ребят. Илюха лет под 40 тянет. Да нет, ты просто не с правильного ракурса смотришь. Ты не видишь его, там темно. Да, неплохо сегодня посидели, неплохо, пообщались. Мне понравилось. В целом, сидеть так здорово, но только вот говорю, бухать в целом всегда дорого. То есть, один только вот этот вот хайбол, в котором куча льда, в 700 йен обходится. В то время, когда если я куплю себе дешманский вискарь и бутылку 2-литровую джинджер-эля, короче, могу себе дешевле купить в 4 раза больше алкоголя. Ну, то есть, пить дорого-богато. Атмосфера, конечно, прикольная, компания хорошая, но да. Поэтому мы с вами не так часто пьем. Мы по-другому развлекаемся. В любом случае, неважно, душилки вы нет. Спасибо вам, что вы сегодня залетели. Да, мы были с компанией небольшой. Рад был вас всех видеть. Кого-то больше, кого-то меньше. Кто кого будет мылить. Сегодня кто кого. Вчера я тебя мылил, значит сегодня наоборот. Так что да. Увидимся. Будем искать бубсы, будем искать контент. Или ничего искать не